Беста, я, короче, сегодня намекнул ребятам, кто же вас все-таки подпишет. Какая организация зайдет в PUBG, но никто не догадался. По свою кружок. Нет киберспортсменов, которые шарят в этой теме. Ладно. Да, пиздец. Здорово, Жека. Слышно, да, теперь? Раз, два. А я в кемпе. Я потом в телегу свою кружок запишу по поводу Бахи, того, что он, блядь, Вроде наш делает. Ну, Охуел. да. Бля, Баха, ты своими инсайдами уже заебал мертвого. Скины свои сливаешь, сливай дальше. В киберспорт ты нахуя лезешь? Вот если бы ты в Москве был, я бы с тобой поговорил, конечно. Но жаль, ты в Питере, далеко до тебя. Так, добрый вечер, господа. Хирузен, молодость, Адос. Что за агрессия, не понял. То, что я там на стриме побайтил и бестолочно понт взял, это вообще было все безобидно и так чисто ради шутки. Поводом послужило лишь то, что ты, Адосик, подписался на группу Virtus.pro ВКонтакте. Вот и все. И то, что вы сейчас вот это все раздуваете, это вот только ваша причина и ваше желание. Я, Роман, ни в коем случае не хочу портить с тобой отношения. Тем более ты сам знаешь, что это не главный инсайт. Давай, окей, я могу приехать в Москву, давай поговорим. Я могу прям завтра сорваться и приехать. Просто говори. Если согласен, поехали. Кого ты там на понт брал? Господи. Давай приезжай в Москву, блядь, поговорим. Напомню тебе, что ты там в Таиланде делал, блядь. Угу. Вообще, блядь. Твой Бахмет, ёбаный в рот, еще и слил инсайт. Это просто пиздец. Короче, Москва. Завтра, послезавтра. Посмотрим. Не, Баха, ты, конечно, отмазываться любишь. Я в этих социальных сетях, ВКонтакте, пенсионерских не сижу уже давно. А на группу ВП я подписался еще 500 лет назад, поэтому я не знаю, зачем ты вот эти отмазки придумываешь, и правда не можешь сказать. Хотя ты ее и так уже не скажешь, ты, блин, все слил. А по поводу того, что ты в Москву можешь приехать, ну, приезжай, поговорим. Я бы сам в Питер к тебе приехал, если честно, но, блядь, сори, тренируемся. Жаль, что не на eSport сервере сейчас бы тег поставил. Так, ну все, хорошо, Роман, другой разговор. Я тогда планирую поездку на пятницу, а ты, бестолочь, тоже приходи. Так, ну что, для начала я хочу вам поаплодировать. Да, Василий? Не то чтобы аплодировать, я даже вот я вам всем троим раздал бы виртуальный Оскар, на самом деле, за те прекрасные моменты вашей игры актерской, которые были вот буквально... Это все Андрюха. Андрюха все, Его да? замысел. Понятно. Андрюха, значит, режиссер, да? Ну и всем, кто принимал участие, да, так сказать, в этом трэш-токе, я думаю, что Ебать, ты что? участников было больше, чем трое. Это трэш-ток был? Как Ну, думаешь? думаю, да. Как вы думаете, в комментариях это трэш-ток был или нет? Я думаю, что и даже те люди, которые писали в комментарии, тоже были, так сказать, участниками. Класс. мне кажется. Ну, знаешь, если мы эту тему затронули, даже до приветствия, я бы хотел сказать, что многие сразу написали. Хочу Клаву. Жека, к тебе какой номер? М? Выбирай номер, ты самый первый. Какой хочешь? Какой номер? Выбирай. Выбирай. Спасибо за донат, кстати. Андрюха мне написал, типа, что вообще происходит? Но больше всего мне понравился Ермак, ваш тренер. Он такой чисто, знаешь, по-казахски: эй, бля, Баха, ты что? Нахуй, это же наши ребята. Типа в таком духе. Я говорю, да подожди, ты успокойся, ё-моё. Ермак, он угорает. Ну, знаешь, так это, молодец, сразу вписался. Говорит, ты что делаешь, Баха? Куда газуешь? Ну, класс. Вот.
Да, вот такой, ну, наверное, трешток, да, это был? Или все-таки... Да трешток, нет, трешток. Или кринж это был? это кринж был, потому Жесть. что я когда это все записывал, я просто ржать хотел. Ты на стриме обалденно это. Прям, знаешь, я на стриме Да смотрю. на стриме, потому что мне жопу поджигают, конечно, там. Я злой, и когда ты злой, ты можешь это как-то неестественно выдавить из себя. А когда ты записываешь, я кружок записывал несколько раз, я просто записываю, и я смеюсь, ну, типа, я слышу то, что говорю, это просто вот самому смешно. Ну, потому что вы все-таки киберспортсмены, а не актеры. Вот. Представляй Да, наших гостей. самое время поприветствовать. Жека, выбирай номер. Всех. Номер напиши мне. Какой именно хочешь. Или тебе без разницы? Самый первый, что ли? Приветствую, да, я Владислав Бахметьев, мой не сменный партнер по подкастам Василий Рябов и два, наверное, великих, выдающихся киберспортсмена, пока еще игроков команды Question Mark. Но, Или возможно, мы сегодня возможно, узнаем. в конце передачи уже будет совсем все по-другому. Да. Досмотрите до конца и узнаете. В общем, Андрюха Бестолочь и Роман Адоузи. Да. Фамилии называть не буду, да. Дальше идем по сценарию. Что вы хотите сказать? Вот мы вас представили. Дальше что? Вот я вам скидывал файлики PDF. Вы смотрели их вообще? Что ты скидывал? Ты ничего не скидывал. Ничего не скидывал, да. Если что. Ладненько. Дальше по сценарию Ну, давайте по мы сценарию, должны да. разговаривать. Ну, давайте тогда такой, знаете, наводящий вопрос. Вот честно, да, оценивать свой скилл. Я работяга. Вы киберспортсмены. Насколько, как вы думаете, пересекается наша аудитория? Процентов, не знаю, очень маленький процент. Пересечений? Не, ну, если брать PUBG, то много пересекается в плане того, что когда турниры идут. Вне турнирное время вообще никак. То есть разная аудитория у нас. Ну, но вот есть прямые эфиры. пул зрителей, которые смотрят общие, ну, твои, там, наши, его стримы. Но она маленькая, мне кажется, все равно большая часть, условно. Ну, тебя смотрят те, кто скины любят. Те, кто любят вот этот ивент. Ну, блин, это... Ты у меня ассоциируешься с ивентами. Просто вот. У меня даже бывает, заходят на стрим, мне задают вопрос, типа, как там получить такой ивент? Я говорю, чуваки, я что вам баха, идите к нему на стрим. И они такие, окей, понял, все, и ушли. А потом такой сижу, думаю, блин. Ну, то есть у вас аудитория, которая вас смотрит, скорее всего, те, которые любят конкретно киберспорт, конкретно вот как-то вот потеть. Ну да, те, Да. кто... Имбан следил тогда PUBG, да. Это если именно күннәк проверочный бан была, надо, конечно. Күннәк бан edilir. Ilgili осы компьютера. Хотя надо в прошлом месяце 2 раза подряд банили. А так, именно если ты имеешь в виду баг-бан, то нет. А вообще... Давай 19 и 10. Спасибо, Жек. 19 и 10. Все. Закрепил. Вот мой аккаунт. Фонарь профиль. Вот. Вакбан туда-сюда, тут ничего нет. PUBG наиграл за последние 2 недели 6 часов не опен. Вон кынча часов не опен. Да. Бурхан, здорово. От взятый кемити. Без толщалар? Здорово, Баска. Баска, ты рыбы не берал, здорово. А у Бахи больше, наверное, аудитория так. Буки урку там PUBG комьюнити гахидерки. Улхан и бепен, так. Миги на неделю за убийство союзника Мадан госпиталя, товар спонал обеспечен, а там сигма пожар забанили. Ну то бир недели все хуйня, ты начальный. Меха уже биридах бан бар за такое. Мен
типа рандомдор тонятах пына меха Китай сертибестахтеріне кепсе пекада хаявакадан харазы жөдірі әрді. Она в прошлом году бири банк это хедютым, бири бэха каумана няватам. И чисто теоретически билгені сибиденник же китайстері бямжында бөлдертен кирен бардақ пына тоқпалар. Пермаш хайлар. То есть, типа, не вак, а игровой аккаунт заблокирован был. По железу банда. Ох, по железу банда аватарит что. Которые там любят просто там, ну, любят папку, просто любят Как игру. по мне, ты пиздешь. С низкой киберспортивной точки зрения. Не, ну у нас такие тоже есть, я думаю. Но Ну, есть, просто естественно, понятно. Он спросил про пересечение, то... ну, не прям... Есть те, кто только Баху смотрит, я уверен. Никого другого. И так то же самое про нас. Поэтому... Да не, ну, всё равно Слева чел тох. Ургутан пабжины хаирки. Короче, хуй знает кто. Бу адаузелар. Куэм. Команда ванюр. Билген битбумдар. Бу эме бесталыш. Вместе играет с адаузи. Икен битбум командалар. Тохта арга подписанные туда хох бедря самых начальных квалификаций до 50 египтера. То есть это результат просто охуеть его товарот просто. Будь его. Так что Мигнар это доктор. Намного охуенные игроки, чем просто 99% игроков. Был бахметненький голорар. По словам, пиздец чёрт такие. То есть ханера конфликт был где-то. Пиздец, меня базар дурал. А так, если судить по его играм, не по играм, а потому что он делает именно по PUBG, именно что по игре. Или то, что скины продает, по изонтонному на заказ Хайра, там его именно сфера услуг у него хорошая. Но именно сам, как человек, он, ну, один раз именно на меня слишком много лишних слов сказал. Вот Асагер. А Бобу, здорово. Пек играешь-то? Тебе он не будет выпалать. И каскаун кибитен сантериген тори. Бете маза. И каскаун хана банка бета. А дози, да. Я лично именно, если из примеров кого-то ставить, то я не знаю. Он сам по себе как будто, знаешь, он находит стерёмные байки и продуктаны именно по игровым достижениям, блядь, он ебать ебейший чел. пересечение по-любому. Ну, Кто бы что ни пересечение, говорил, да. но Супер большой. Ну, суть по в том, что игровым комьюнити у достижениям нас в банке пиздецкий. не такое уж большое. Ну, это да. Поэтому и пересекается. У меня все-таки игры такие больше фановые какие-то. У вас все-таки Ну, серьезные. подпивасные. Да, подпивасные, да. Типа, я не думаю, что меня будет смотреть работяга, который пришел с завода, там, любит PUBG поиграть в клубе или... Ну, в клуб, кстати, в клубе как раз-таки будет смотреть. Просто дома, зачем ему мой стрим открывать, где там на разрабов? Лучше открыть Бахин позитивный стрим, как он залутал там что-то с этого севента. Сидит, играет, ранки довольны. Его читер убил, ну, пофиг. А меня читер убил, все. На самом деле, немногие же люди любят прям вот типа скины, как бы, да. Есть вот работяги, которые просто любят игру, потому что любят лутаться. Ну, то есть им не хватает скилла, например, там, да, убивать 1-4, да, но у него отличный скилл по лутанию. Вот он берет, находит третий рюкзак, это кайф. Потому что в него больше влезает, как бы, и все. Больше аптек. Как бы, да, и вот он лутается, соответственно, как бы, да, ему нравится там ротации совершать, но ему не очень нравится вступать в ротации, так сказать, потому что он просто чаще проигрывает. Да. Таких тоже много довольно-таки игроков, на самом деле. Просто вы с ними не сталкиваетесь, наверное, потому что все-таки у вас род деятельности такой, да, что вы играете на высшем уровне, так сказать, да, а вот работяги с работы, он пришел домой, включил PUBG, пивасика намахнул и погнал лутаться. Ну, кстати, я в какое-то время сталкивался с такими, я когда... Это давно было, года 3 назад. Я, по-моему, мы прошли на Global в Корею. Это еще прямо только зарождение кемов было. Мы прошли на Global в Корее, когда ковидный год был. И я прям месяц, потому что месяц еще не было, я ранки играл с рандомами. Я прям каждый день запускал, играл ранки с рандомами. И там было так, что мои зрители, из-за того, что я их не беру с собой играть, они регали специально рандом скат, чтобы со мной попасть. Я с ними играл. Прикольно было, но через месяц меня это просто достало. Потому что... начали ныть на стриме, то что, блин, что ты с рандомом играешь, почему ты не можешь пойти со зрителями? А я просто поиграл со зрителями один день, меня вот... Есть такая тема, когда ты хорошо играешь, ты вот типа, высокий игрок, хай, там, не знаю, уровня просто. CSS было, но так оно есть.
ты когда играешь с рандомами, ты от них как бы думаешь, что уже, кстати, привык уже в команде играть, и ты думаешь, что они вот должны что-то делать, Понимание что-то уже игры. привык, да. И вот этот, как сказать, я забываю об этом. Вот это вот факт, он говорит, то что когда ты с рандомами играешь, ты ожидаешь, блядь, какого-то действия от самого, ну, твоего любого рандомного тиммейта, блядь. А потом, когда он не делает, у тебя, блядь, жопа подгорает на них. Есть такая хуйня. Вот он о дозе Меня факта это говорит. бесит, когда человек не делает то, что должен делать там любой там средний игрок. Но в то же время это, нужно понять, что он этого не может делать в сферу своих навыков. И вот поэтому я вчера, блядь, на своих пацанов горел, блядь. Потому что такие игроки, как, ну, их уровня, то есть вот моя команда, да, Верью, Исисейка, Xpain, они, сука, должны это делать, нахуй. Вот, поэтому у меня вчера жопа подгорела, просто пиздец. Навыков. И все, и, короче, на это не хватает. Люди думают, что это просто пойти поиграть там, с подписчиками, те, кто играть не умеет. Но в то же время ты же не хочешь играть, просто вот они умерли, и ты такой один играешь. Ты же от этого не получаешь удовольствия. А люди думают, что это просто через ЧСВ ты не берешь играть. А я, просто не хочу время и их убить, и свое никуда. Поэтому так. Ну, это вот, наверное, схожая игра. Вот есть, да, Мир танков, да? Вот у нас Да, же есть Андрюха. представитель прям, да, этой игры. Так, а дайте, сказать. давай так, Роман, такой вопросик наводящий, да? Вот ты говоришь работяга, подпивас, какие еще синонимы есть? Вот синоним танкист туда подходит? Танкист? Да, не знаю. Ну, кстати, я когда-то Меня задумался... называли танкистом, типа, Баха, иди в танки. Ну, ты похож на такого, На кто в танкиста? танке играет, да. На лутере. А Андрюха похож на того, кто играет? Классная притча, как называется? Ну, не знаю, да, тоже. Ну, через лет 10 будет похож. Притча. Так, ну тогда Прическа что, плавненько называется переходим, просто. наверное, к Танком, рассказам да. о себе. вообще. А именно 400 рублей танкам, называется. Да, Андрюх, Да. Не все знают, кстати. Давайте мы для зрителей скажем, что у нас не только в PUBG играют наши киберспортсмены. Нет, даже я уже не играю, так скажем. Играл раньше. Играл раньше. Ты же в киберспорт танков. Тоже да, на, про- да. на, Да, на то есть проуровне. он пришел играл. в киберспорт PUBG из танков. Я отсюда и спросил, ну, типа, танкист равно подпивас или работяга? Почему? Потому что, да, танкист у нас Есть прибитие. яркий представитель, который был в киберспорте танков и перешел в киберспорт PUBG. Вот и отсюда вот я бы хотел, чтобы ты кратенько рассказал вообще вот становление себя из танкиста в пабгера. Это, блин, Есть разница какая-то между играми, между комьюнити, между турнирами? между комьюнити огромная разница. Да, между и призовыми так. огромная разница тоже. Где-то так. Но в Ну, по танках бокам под 0, а прям сверху я начинать не играть, знаю. это Сверху уже я сказал, нереально. типа, во-первых, как тебе удобно. Этот киберспорт 7 Всё. на 7. И в тот момент, когда мы просто тренировались, так же играли в танки. Кудись, здорово. Да, Хайра? киберспорт Тебе какой всё. номер, Кудись? Мы просто с этими же танкистами начали играть. Ой, блядь. Пицца, здорово. В PUBG, но просто создали команду, 4 человека было, и И что, вот Клава? Слышно, не слышно, но... Клава, хорошо. просто начали играть в какие-то турики. Ну, мы такие были, просто мясные. Ну, то есть получается, что если есть какая-то в тебе рациональное зерно киберспортсмена, так сказать, да, вот, ну, не только воля к победе, но и понимание, как нужно действовать, там, ну, придерживаться тактики, да, придерживаться каких-то там историй, там, ведения боя какого-то, да, это получается, что игра не сильно важна, получается, ну, грубо говоря, то есть ты был в танкистах, пошел переключиться в пабжистов. Из пабжистов можешь ли ты в Fortnite играть, например? Как ты думаешь? Ну, мне кажется, нет. Нет, то есть Это есть прям- разделение между играми, то Да, есть нельзя конечно, прям... сильно сложная игра. Fortnite по сравнению с танками. Это вообще Не, ну абсолютно с другой разные стороны, дисциплины. как бы у нас же есть, там, например, тот же там, Рекрент, он играет во все подряд. Молодец. У него и скиллы там, и там. У Рикентера скилл там, но он не киберспортсмен, блядь. Он именно... Это же нужно в любом случае понимание игры и тому подобное. Вот Рекрент, он очень хорошо стреляет, и
У него вот чистая игра по стрельбе, у него идет очень хорошо именно в Warzone, и все. Там чисто бегает и всех аимит, и все. В PUBG что он сделал? Он в киберспорт пришел, отсосал, ушел, все. Там и там. Ну, хотя он как бы... Даже, смотрите, вот просто вот это дефолтное понимание, да, именно от любого игрока, который хорошо играет, на реакцию от того, что рекрент очень, ну, типа, как будто хорошо играет в PUBG. Вот смотрите, Адоузи Он играет сидит. во все подряд. Молодец. У него и скиллы там, и там, и там. Видишь? Ухмылка, блядь. И киберспортсмен, хотя он был да, в прошлом, да, но тем не менее. То есть я просто хочу пояснить, есть параллель какая-то между вот этими двумя играми? Между пабгом и танками? Да. Ну, мне кажется, нет. Но много танкистов переходило в пабг, но в целом параллели Успехов не никакой нет. добилось. Давай Да? так спросим. И вот полученные качества в танках ты как-то использовал в PUBG? Нет, никак не использовал. Вообще никак. Вообще никак. То есть какое-то В хладнокровие смысле, может быть. ты, максимум наверное, с дисциплина. тиммейтами общался, коммуникация, там Ну, вот нет, вся нет. это влечение, Не, это... давать инфу, там. Такого нет? Не, это совсем другое. Там в танках было намного проще, и ты к этому... Рекрент не стример был просто, да, это просто стример. Просто Рекрент это просто стример, который ну, хорошо играет в игры. Ну, именно он очень хорошо играет в шутеры. Все. Вот все, что может вот Рекрент. Но он не киберспортсмен. Я тогда к Что это за этому... киберспорт без коммуникации? Нет, Это там была танки. коммуникация, но я так к этому не относился, как в PUBG. Как в PUBG я отношусь к этому. Как и Макатау, серьезнее да, здесь так и получается. есть, Да, когда здесь есть. намного серьезнее нужно давать инфу, более конкретней. А там, типа, вообще не так. Окей. Так, я хочу задать такой вопрос. Вот Как по мне, да, вот не знаю, вот если тут танкисты, но танки это не киберспорт, блядь. И мне кажется, вот любого просто вот алкаша взять, блядь, и дать ему, не знаю, 10 тысяч часов наиграть, он в танках станет, блядь, ебучим киберспортсменом. Там же просто ебучая позиционка, и все, там больше ничего не надо. Просто стоишь и, блядь, ЛКМ, нахуй. Ну, хуйня ебаная. Там, где танки пробиваешь, не пробиваешь, там все почти одними и теми же танками играют, и все. И все одно и то же, блядь. Вот просто стоят и вот линия на линию, блядь, и кто кого перестреляет по хп, блядь, и все. Дрогспей. Да. прям попробуй вспомнить. Как по мне, хуйня полная. Просто. Так, в чем прикол рядом сидеть и в наушниках слушать их? Или что? Не знаю, может, хуй его знает. Не знаю даже. Это, наверное, шумодавы какие-то специальные, не знаю. Прям вспомнить. Хрен его знает, кстати. Я тоже не понимаю, нахуя наушники. Кто тут есть, кто звуком занимается, может шарить за это? Вот у них есть микрофоны и наушники. Вот зачем им это все? Все они тоже из танков же. Да. Индивидуальность вашей команды Уолтерс не досанавар, Рикентон, Макатата. Ну, Аза, если брать именно в себе в команду, я бы Рекрента не взял бы себе в команду. Типа, зачем он нужен? Это же бред. Чтобы звук был нормально на записи. А в каком это смысле звук это нормально, чтобы experience? Вот у тебя есть наушники, вот у тебя есть микрофон. И у каждого них, вот у каждого свой микрофон, да? Но он целенаправленный, получается, вот именно под него. Но в любом случае, зачем тебе наушник? Когда ты все равно говоришь, типа, у тебя же не закрыто или что-то такое. Я не знаю. В радиобеседах тоже так сидят.
Ну да, ну это в любом случае ради звука, но именно в чем фишка, вот именно в чем прикол? Это понятно, что это не просто так сделано, что вот идет этот шумода вот туда-сюда, но именно в чем фишка, вот интересно. И читает ответы нет, это, мне кажется, нет. Контужен, да? Не, в радиобеседах тоже так сидят. Так, прочитал. Мегинский здорово. Топ-1 кибердисциплин Дота и ДКС. Дота, конечно. Самый ебейший киберспорт это Дота, просто. Дота вообще не контрится. Дота это просто, не знаю, там надо вообще, там надо все понимать надо полностью. Это понимание игры, это вообще жесть там. В контре ты можешь просто очень хорошо ловить тайминги и научиться стрелять как донг, и просто бежать и нажимать ЛКМ, и при этом побеждать. Там тактика минимальная. Ну, там тактика даже немножко, типа, ну, по-другому, типа. А Дота, блядь, это, прикиньте, вот у тебя есть 125 героев, у тебя есть на каждого, ну, из этих 125 героев у каждого разный скилл, тем более потом еще есть больше 100 всяких разных шмоток, тайминги, Рошан, не Рошан, туда-сюда, там столько механики, там механика игры такая огромная, что, ну, не знаю, это нужно быть гением, чтобы в нее играть. Ну, причем в киберспорт. Рекрент, да. Как по мне, Рекрент слишком зазнался. Прям пиздец. О, вообще там. Женя, так, Саша. Жека не bileyim ha. Саша, да. Атака в Саша, да. Атака в Саша. О. Жека же вот сидит. Вот писал. Жека это как муж моей сестры двоюродной. Конечно. Либо чтобы включать, либо чтобы голову не вертели. Другого варианта нет. Хрен его знает. Как ты первый раз Непонятно. поздоровался с пабгом? Честно, вообще. Я, может, припоминаю, но это не прям первый раз, но одни из тех моментов, где там первые 1000 часов, то, что я падал просто, смотрел какого-нибудь там Мумино, условно, падал в Верхний Жорж, у меня было 8 гигов оператива, я помню, и когда ты падал, у тебя дома не прогружались, ты просто ждал еще 5 минут, чтобы они дома прогрузились, чтобы можно полутаться. Ну, примерно так. Так, окей. Ты не понял, да, ссылочку насчет поздоровался с пабгом? Нет. Не понял? Нет. Это было твое, наверное, первое интервью, когда ты попал в Нави. И у тебя спросили, как ты познакомился с пабгом. И ты такой, я поздоровался с пабгом. Не помнишь этот момент? Блин, ты что, такой забавный момент. У меня прям яркое такое, знаешь, яркий отпечаток в памяти. Как ты вот оговорился и, знаешь, и дал реакцию. Там такое, знаешь, доброе позитивное видео. Я думал, ты запомнишь, потому что я прям подчеркнул себе этот вопрос. Думаю, надо по-любому на подкасте задать. Это когда было? Это 5 было назад? Да, получается 5 лет назад, Вот, 19-й год. невозможно запомнить. Ровно 5 Блядь, ебать, как ебаные токсики разговаривают, да? Это просто пиздец, нахуй. Когда последний раз в танки играл? Вчера на арте такой. Ну, то есть все уже прям не тянет никак. Не, вообще абсолютно Вообще, нет. все, весь в пабге. Так, ну, продолжаем тему знакомства. Наверное, самый популярный вопрос – это как относиться... Кстати, скорее всего, они в наушниках сидят, и им говорят, типа, если кто-то там, знаешь, вот по-другому сел и тому подобное, ему говорят, типа, алло, бестолочь, сука, долбоёб, сядь нормально, нахуй. Вот типа того, смотри, вот он сидит вот. Наверное, самый популярный вопрос. Вот он кого-то смотрит, услышал что-то, видишь, и что-то, ну, подтянулся немножко. Да, и, наверное, говорят, типа, просто, типа, тык-тык-тык-тык. Первый раз я уже без стрельбы и топ-5 занял. Что за тухлый? Это не блогер, это киберспортсмен. Прикол в чем? Я первый раз, не спиздеть, я сделал 12 киллов и взял топ-1 из Юмпика, блядь.
Вот это я прям помню. Это даже было на Эрангеле в этом. Там пиздец, я пиздец по-тупому, конечно, выиграл, но в любом случае. Я даже помню, где это было. Я вот здесь вот просто где-то тут, короче, АФК лежал. Вот есть же вот эта вот ЛГшка, это вот микро-ЛГшка. Я тут, короче, сидел от ТПП, блядь, соло сидел и дефался. И тут я с Юмпика взял топ-1. Я вот прям помню даже. Первая моя игра. И у меня там прям адреналин хуярил. Так думаю, ебать, нахуй, вот это охуенная игра, типа. Это и то, я играл не у себя, а на работе там один мужик играл, Асяр зовут. Вот это пиздец мало этой шмотки везде. Да, да. И была такая хуйня. Я что-то Юмпик взял и просто с Юмпика бегал. Но я охуел от того, что типа там от третьего лица же ТПП. Ты все видишь, я просто там лежал, и челики вот сами бегали, подбегали ко мне, я просто вставал, убивал и опять ложился, типа, и все. Родные. Там даже ничего такого не делал, Потому типа. что вы уделяете очень много времени Тогда я еще, ну, в КС играл прям очень хорошо. игре PUBG. Мои? Не, мои. Твои? Ну, давай ты. Да, отвечай. Мои. Мои родители... Сначала мама не особо вообще любила это все. Говорила, иди учиться, все. Ну, мне кажется, как и у всех. Иди учись туда-сюда. А потом, как уже начали поступать новые деньги... Новые деньги, не важно. Когда начали поступать деньги, когда подписал контракт с Нави. Рядом посидеть. Потому что тебе... Ты что рядом сидишь? Здесь полный. Уже она такая, ладно, я все поняла, давай делай. И теперь она просто продолжает Это же смотреть. первый контракт с Нави был? Ну, с РД, но там... Там энергетик Павловский РД это убийство была еще, твоя да. первая организация. РД это была, да. Так, Ну, окей, это раз как про- Волан-де-Морт лучше не называть. Окей, раз так, то хочу вспомнить момент про твоего тиммейта. Про какого из? Ты не понял, что я хочу уточнить? Про Читака? Про Читака. Да, Ну, ребят, да. кто не в курсе, у Беста в команде был игрок. Вы играли на туриках, Ага. и потом оказалось, что он играет с Софтиной. Да. Расскажи, пожалуйста, про эту ситуацию. Да, что рассказывать? Ну вы даже Ну, не ну, знали, что ли, что он запускает софт? Когда мы играли с ним? Ну, да, Нет, да. конечно. Как ты отреагировал? Вот вам вот как вообще пришла эта новость? Где вы были? То есть, может быть, вы вместе в одной компании находились? Насколько я помню, мы были в Москве, жили на буткемпе, 2028, что ли? и нам кто-то вкинул то, что... Куда-то пришло в чат или что-то такое, я не помню точно, что вот он играет с щитами. И я такой... Но я, насколько помню, что я сразу отреагировал так, что, типа, все, до свидания. Ну, ты, типа, больше не играешь, ты, типа, нас подставил, и все. Как-то на вас отразилось? Ну, то есть, по репутации. По репутации, ну... Ну, нам и мочнили так- потом, что вот ты играл с Читаком. Да, вообще прям сильного хейта не было, но в целом, наверное, моментный был. Но это не особо запомнилось. Значит, было Там не была супер сильно. волна банов, по-моему. Там помимо Его Сиза заб- еще много кого забанило. Да, забанила его. Техаса, Из Скин. кто Лана играл. Питтсбург Найт забыл. Питтсбург Там, Найтс. то есть, и прям именитые игроки получили баны. Французские какие-то стримеры, которые были партнерами игры, получили баны, которые тоже квалы играли. Там прям, ну, то есть никто не ожидал. Там такой списочек был хороший. И вот, А не думали, что это какой-то, ну, ошибка? Была надежда, да, что были это ошибки. ошибочно. Я 2 раза вак получал на буткемпе юников. Я тогда вообще был на измене. Типа, прикинь, ты тренируешься к турниру. Это еще вот к Швеции мы тренировались. Вот эти, когда ланы были. Мы тренируемся, вот 2 месяца сидим на буткемпе. Я просыпаюсь... не, я вечером что-то... Мы играем праки. Тогда еще МС, который еще тренер по PUBG Mobile, этот мистер БТР. Мы с ним... У нас игру крашит просто во время прака. И мы смотрим вакбан. Мы такие, что за херня? У нас, типа, там арга, мы тоже все быстрее Крафтону пишем, типа, что за фигня, какой нафиг вакбан. Потом отвечают то, что если, типа, вак ошибочно его снимут, типа, в скором времени, не переживайте, если, типа, вы читерили. А я такой сижу, думаю, бля, а что, если они ошибутся? Ну,
крафтонов. Ну, всякое бывает, да. Что если они ошибутся реально, и типа я вот такой чел, который там задрочу эту игру уже там пол своей жизни, получаю вак, ну на тот момент не пол своей жизни, но не суть. Как бы я посвящал, ну все. И тут мне просто вак-бан прилетает ошибочно. Но потом на утро все сняли, я прям с облегчением встаю, включаю. Я помню, я тогда не спал всю ночь на буткемпе. Я просыпаюсь, включаю комп. Ну, и как просыпаюсь? Просто утром встаю, просыпаюсь, комп чекнуть вака нет, такой уф, и пошел спать, короче. Но у вас не было Да, такого, вот. типа, PUBG как туда. так? Да не, не может быть Да такого. тут все просто типа, интерес я под верю PUBG, типа. тиммейту, он Даже вот хотел это. автобус, бусик. То есть, или он прям сказал, да, окей, простите, я играл с щитами. Блин, честно, Не вообще помнишь? не помню и не хочу вспоминать. Да. И после этого вы с Но- ним не общаетесь вообще никак. Вообще никак не общаюсь. Я помню, Сразу после этого... Ой, вообще не общаюсь. Ну, конечно, мы выиграли пару турниров с читами, нахуй, но было бы заебись и тому подобное. Ну, это пиздец, что они нихуя не Это помнят. пипец, я вспомнил, короче, после того, как его забанило, я пришел к ним в команду, и что-то я спросил про это, и Андрюха сказал, что они, типа, ну, ничего не подозревали, но в какой-то моменте, или Синпай мне рассказывал. А, то, что в моменте было... Там, типа, что-то он им заколил в папич заехать, в центре круга вообще, что-то такое. Вот это я помню. И То, что я Андрюха тоже такой, помню. типа, ну ладно, поехали. Или Синпай мне говорил, типа, ну ладно, поехали. Как бы, ну он у них колил, я так понимаю. То есть у них чувак читерил с радаром, еще капитаном был колил. Не-не-не, он не был капитаном, Не? я был... А Андрюха Тогда я капитаном был был. капитаном, но он типа что-то про подколивал. папич заколил. Но он типа подколивал. Не-не-не, мы ехали со стороны Призена на Ирангеле в сторону... Там зона была Мильта-Пауэр, Ага, и мы заехали просто в идеальный центр Мильта-Пауэр, где под забор большой Мильты. я понял. Просто заезжаем, там никого нету. И этот кол был, типа, вот мы едем с Призена, а давайте вот сюда, типа, заедем. Ну, И я понятно. такой, ну, блядь, ну поехали, похуй. Ну, вот так вот и борются читеры. Ну, вот это один момент, который я только вспомнил больше, типа. А, еще был момент, когда мы с Монты выезжали, нас какие-то типы крысили, вроде Orange, который потом со мной в Нави играл. Ну, ладно. Они нас крысили на дороге, мы выезжали из Монты в сторону Сан-Мартина обычно, но в этот раз мы поехали по другой дороге именно тогда, когда они крысили. Вот этот момент тоже мне потом Orange сам напомнил, когда мы с ним в команде были. И это второе подтверждение, что, типа, возможно, что он играл с Ну, щитами. как возможно, Ну, его забанил, он играл с щитами. Что он играл с щитами, да. Ты отреагировал 5 лет назад на то, что твой тиммейт читер именно вот таким образом. Если бы тебе сейчас сказали, что вот кто-то из твоих тиммейтов играет с щитом, как бы ты отреагировал? Ну, он бы сразу, я думаю, из команды пошел. Точно так же бы, да? 100%. Ну, то Но есть... для меня игра с щитами, типа, на про-уровне, это... Ну, я имею в виду, там, ну, Вообще не захотелось бы недопустимо. там леща дать. Такого что-нибудь. Ну, Ну, а что, ну, нифига себе. Я бы прям вот, я бы, наверное, не сдержался да нет. за такое. Тем более вы на такой уровень выходите. У вас вообще такой путь тернистый. И не то, что я там подозреваю кого-то, да. Ну ладно, тебя только и подозреваю, друга. Все, пошел Да. подозрение. Не, давайте переведем в другой угол как-то нашего, да, общения. Давай вот про Нави, да, вот Orange, про Нави. Вы оба играли в Нави. Мне бы хотелось вот узнать вот... Мне тоже кое-что хочется узнать. Опа. Так, ну-ка. Я вам уже говорил в Дискорде. А мы сейчас вот это... Так и с вот- чего начинать? Давай начнем с того, что вот как пришло вам приглашение в Нави? Вот тебе, Роману. Ну, Мы играем. ваша реакция. То есть, Вообще Так, как, да, как это да, да, было? то есть очевидно. как, в Дискорде написали или что? Нет, тогда это было очевидно. Мы играли первую фазу в РД вдвоем, ну, с Адоузом. Мгм. И во время турика, типа, там были... Ну, Нави другой состав был, Садовник, кто там? Предыдущий состав. Батут. Да, Садовник, Рекрен, Батут. Садовник, Батулин и Батут. пока молодой. И пока молодой, Я это, да. кстати, прям идеально помню. Все эти, как решафл был. Могу рассказать? Давай. Давай ты лучше. Да. Ну, это, потом я просто если решил, сейчас что- я просто, ну, как это было на тот момент, ну, типа, когда прилетает, типа, оффер такой, ты на это, ну, реагируешь как, типа, ну, вау, круто. Почти во всех комедийных играх уловками назначить количество свойств. Ну да. По факту, если уголовку назначать, то да. Это же охуенно. Прикинь, вот ты за читы сразу на бутылку садишься, это же охуенно Сейчас просто. Я бы сразу всеми руками просто был бы за. Это все ситуацию смотрю, а спустя Я даже стакан обязан на стол положить, как надо в крайне аккуратно поставить. несколько лет, и вот мне реально смешно.
было так. Идет пел. Мы сидим, короче, на втором этаже. Нави, вот мы сидим, и Нави тут на первом друг на друга смотрим. Я из пела угораю, как молодой, короче, просто орет на садовника Батулина или Крента, то, что, ну, вообще ни хера не получается. И мы тоже тогда что-то 8-9 место заняли, как бы, но там у нас условия такие были, типа, у нас буткемпа по факту не было. Это год, вот прикинь, ты прилетаешь на Ригу, играешь в Ригу, ты в пабг играешь, только когда официалки, по-моему, 3 игровых не было, или 4. В Армот, где ты самолет с М16 дропаешься с Сарой. Вот это время разминка было. И официалки, все. Больше игрового времени не было нигде. Ни в комп-клуб, никуда, негде было поехать. И то есть я по факту играл в PUBG. Я играл официальный турнир, но в PUBG я играл, ну, от силы часов 8, 3. Вот мне Дози не нравится именно вот этим вот высказыванием, потому что, не знаю, мне кажется, другие типы, наверное, тоже, ну, в таких же условиях были. И он постоянно вот так вот по этому поводу вот ноет, то, что, типа, вот им что-то тут не додали и тому подобное, я не знаю. Дня в неделю на сцене, и то это ограниченное время. То есть тебе могут просто сказать, типа, там, Вармот закрывается, все, сиди, чиль до официалок. И я тогда еще хорошо отыграл, к тому моменту я вообще удивился. А суть в чем? Ну, мы играем, умерли, сидим и просто смотрим, как Нави. То есть у меня пел вообще веселый был. Мы умерли, наушники сняли, я смотрю там просто вот так на Нави сверху, на их команду, и они там что-то, у них не получается, молодой начинает орать, Батулин там сидит в тильте, Садовник вообще там, я не знаю, в другой планете, не понимаю, где находится. Рекрент уже не помню. Сижу на это, смотрю, и потом как бы заканчивается пел этот, ну, значит, автопати. На автопати сидим, я, Батулин, Садовник, вот так face to face. Ну, там, пьем воду. И что-то Садовник говорит, типа, Лера Икс сидит, там, Сеня, и потом Лера Икс с Сеней уходят общаться, так сказать. А мы сидим, как бы, а я понимаю все. Сижу и просто вот мы разговариваем, я всю ситуацию понимаю, и я реально, ну, мы уже такие немного веселые из-за воды. И Из-за воды, понимаешь блядь. эту ситуацию, абсурдность, как мы разговариваем, там что-то кто-то из вот этого состава Нави, молодой улетел, тогда его не было, говорит, типа, блин, вот next сезон, короче, надо будет разъебать, что-то в этом роде. И я такой сижу, парни, вас не будет в следующем сезоне. Ну, я понимаю, такой, да, вы молодцы, короче, все будет, ну, это ничего страшного, вам надо сыграться. Что-то такого. Ну, это, то есть, не досконально прям точно, ну, то есть того, что всплывает в памяти. А потом все Ну, а вообще как получилось? Мы просто решили стакнуться, вот Сеня, я, Бестолочь, и +1 взять. +1 это момент, ну, молодого хотели взять. И все. И тут Лера Икс узнал о том, что мы делаем этот состав, как бы поговорили они, ну, как все бывает. Типа, с капитаном поговорили, все, и контракт. И все. И потом мы начинаем играть с нами. Потом у нас все круто, занимаем призовые места. Да, мы не выиграли ничего, но как бы весь сезон прям вот, ну, тупо вот претенденты на Global, то есть на топ-1. Потом начинается Global. Я как бы играю, мне вообще все похеру, что-то у них там бзик какой-то сегодня не случился. И половину Global мы вообще не как команда. То есть мы 2-2 подроблены, а я этому внимания вообще не придаю. То есть банально на завтраке даже эти сидят, едят. Ну, короче, мы вообще не общаемся. То есть максимально пытаются слиться, не общаться. Ну, То есть внутри, прикинь, какая атмосфера херовая. Это вроде и послужило, да, уходом? Да, а я настолько, то есть, думал об игре, я вообще этому внимания не придал. Ну, типа, не хотят, похер, что, пошел в практис сидеть, тренироваться, все дела. Был момент, я помню, они на голливудские буквы поехали. Я поехал в практис, короче, сидеть весь день. Они сидели на голливудские буквы, я сидел весь день в практисе. И потом, короче, когда у нас скол был в Дискорде, вот после этого, как сказать, ну, кика, я не знаю, там было заряжаться, типа, ну, мы, короче, с вами не хотим играть. Точнее, нет. Ну, конечно же, наверное, в будущем могли бы занимать призовое место, но мы с вами ничего не выиграем. Я такой сижу, думаю, ёб твою мать. Это кто сказал? Это Сеня, по-моему, сказал. И типа, Я вообще этого не помню. он с другими игроками... Да ты потому что сидел, просто поддакивал. Я его называю... Он просто поддакивал, то есть он вообще... Но он тогда фанател от Сени. Я такой сижу, думаю, мы, блин, сыграли, ну, от силы месяца 8, то есть года даже не прошло. Сыграли хорошо. А чувак уже говорит, что мы ничего не выиграем. То есть он заранее почему-то у себя в голове решил, что мы ничего не выиграем. Хотя, на мой взгляд, у тебя уже был фундамент, то есть всего.
тебе нужно было просто какие-то моменты пофиксить, так сказать, поработать над ними, и это вылилось бы во что-то большее. А тут сезон закончился, и они такой, все. Здорово, наушники уже разыграл, да, опасен. Выиграл Вячеслав какой-то там пацан с вахты. Нам надо +2. Я не знаю, как там по-другому, может, там было, но с моей стороны это выглядит так, то, что человек подумал, что из-за того, что он играл в Джокерсах с Кембой и Табом тогда, типа он подумал, что у них лучше будет синергия. А у нас, типа, синергия как была? Сеня такой, он, типа, тихий человек, ну, не замкнутый, а просто, ну, он общительный, но в замкнутом круге, типа, с тем, с кем ему комфортно. А я другой тип, то есть мы вот отсосали, и все. Я такой думаю, блядь, надо что-то менять и так далее. А у Сеня с такой стороны думал, типа, что, ну, как-то это, не знаю, само пофиксится. И пофиксится, если просто он привлечет больше людей, которые будут с ним более согласны. А у меня, типа, другой тип мышления. У меня в команде может быть там 3 человека с разным, так сказать, видом мышления, не знаю, там на какие-то ошибки и так далее. Но я с ними, мы с ними придем к какому-то, ну, да, поспорим, придем к какому-то выводу и пофиксим все это. То есть я больше за открытый диалог такой. А Сеня, наверное, был просто вот, ну, ему хочется так, как он видит, и все. И он лучше позовет тех людей, которые будут с ним во всем согласны, и все. И все, этот решафл как-то, наверное, произошел за кулисами, так сказать. Об этом узнал молодой, когда он рассказывал на Глобале. Мне не стал рассказывать, что, типа, меня там нельзя тильтить и так далее. И все, мы сыграли, топ-6 заняли вот в таких условиях. Только в команде вообще команды не было. То есть синергия была убита, и убита вот этим тупым решением, на мой взгляд, я считаю. Вот тупым решафом еще за, блядь, турнир. То есть это до Глобала было. После вот этих пелов и так далее. Когда мы пелом не можем выиграть, мы типа полпела мы всех разваливаем, топ-1, а потом бац, последний день мы типа, ну, чисто вот этот чок называется. Когда ты последний день проваливаешь и все. А все было в норм вроде. Типа, скилл есть, типа, нужно было просто посидеть, обдумать, что можно импрувнуть в игре. То есть то, что со временем там твисты начали делать. Они же там прошли какую-то квалу, Берлин, с 3-го места там вообще на Лакичах. Ну, не на Лакичах. 6-го. Да, топ-6 была проходка. То есть последнее место прошли, и все, у них началось вот это построение команды, вот этой, которая начала турнир за турнир выигрывать. А у нас хорошие результаты, сидел, и потом бамц, мы с вами не выиграем, -2. Но, опять же, это как ситуация глупая с той стороны, но с другой стороны, понимаю, может, если бы этого не было, то не было бы того, что сейчас. Поэтому я это, ну, кстати, я не осуждаю за это никого. То, что сейчас, вот ты говоришь, что синергия очень важна в команде, ты сделал какие-то выводы. Как ты вот сейчас оцениваешь вот вашу синергию, вашей команды? Ну, мы еще с Яриком не были на лане, то есть офлайне. В онлайне вроде все нормально. С этим, типа, несмотря на то, что кикнули меня, синергия всегда была в плане того, что общий язык находится, даже когда о чем-то не согласны. То есть нет такого, что ты как будто, знаешь, вот я могу сказать, был Данте у нас, Данте со мной спорит, он думает, что я на него гоню, типа. То есть то, что я пытаюсь его как-то принизить, его там какие-то его скилл и так далее. Но на самом деле этого нету. То есть просто такой тип общения. Я люблю не то, что поспорить, мне это в кайф. Я люблю, если, допустим, у него какая-то точка зрения на игру, у меня какая-то другая, да. Я не называю это спором. Типа, это, ну, обычный разговор. Типа, мы просто пытаемся прийти к чему-то одному. А у кого-то есть такой тип людей, которые ты вот с ними поспоришь, и все, они думают, что все, ты их там хочешь загрузить, ты хочешь их кикнуть и так далее. То есть у меня такого нету. И все. И вот с ним у меня, наверное, даже после того, что вот они кикнули меня, как с молодым, то есть после этого вообще нету никаких, типа, ну, допустим, я не хочу его кикнуть сейчас. Тупо, знаешь. Я шучу, что я его хочу кикнуть специально, типа, в ответку. Один раз он не кикнет. Да, когда придет момент, когда ты думаешь, ну, Андрюха, мы с тобой хорошо играем, но мы с тобой, наверное, ничего не выиграем, как бы, все, давай. То есть была, да, какая-то мысль, когда вот Андрюха присоединялся к вашему составу? Не, у меня не было мысли про кики, это шутка. Нет, именно, ну, была какая-то мысль, что, ну, вспоминалось ли те моменты вот в Нави? Не, вообще. То есть вот, все, Андрюх, пошли бегать, пошли Я бегать. похоронил это Нави, когда они этот Кембу с Табой взяли, я похоронил. Они выиграли тогда еще лан, который был, потом ковид случился. Они выиграли этот лан, но они выиграли это на фоне того, что все просто зарешафились, и никто, ну, все в новых составах. Эти взяли тоже Кембу с Табом, с которыми Сеня играл. Они там выиграли, там им чуть-чуть повезло, где-то они хорошо сыграли, неважно, они выиграли, потом все, пошел посос. И
если бы мы остались, я был уверен, мы бы тоже так же выиграли этот план, и там бы было что-нибудь по-другому. Потому что, ну, если... Я думаю, у нас, короче, больше был потенциал, тем стал. Но, опять же, как бы то, что случилось, и это, возможно, даже в плюс. Типа, у нас была одна фраза, то, что я понимал, и Сеня, типа, тогда сказал, да и все, типа, то, что это либо в плюс кому-то сработает, либо в минус. Сейчас вот что имеем, то имеем. Да, решать каждому, как сработало. Тема Нави, да, давайте, наверное, уже закончим. Я, как и все, всегда хотел узнать, Дози до сколько Батуля, да. получают игроки Нави. Вот на тот момент. Дози, наверное, не знаю. Помните свои зарплаты? Я помню, но... Как по мне, Дози. Там по контракту не за 5 Именно по игре, Дози. Ну, просто вилку какой-то 5 лет 1000, прошло. 2000, По достижениям 3000 Батуля. долларов. Просто Ну, Мой больше контракт- $1000. М? Больше $1000. Больше $2000. На тот момент нет. Все. Ну, в принципе... А у всех одинаковый контракт, либо же кто-то больше может получать, меньше, там, за капитанство, не знаю, Если человек в организации долго находится, у него есть бонус за выслугу лет. так Да. сказать. Да, за Мгм. выслугу лет есть. Но у меня, кстати, не закончился 5 лет. Я же больше был в Нави. Да, То как есть Кэп. 5 лет, вот 5 лет пройдет, можно с тобой прям записывать самые Просто... О, Батульки кролик понял. Просто, понимаешь, Олежек, одно, когда у тебя есть прямой инвайт на PDC, да? А другое дело, когда ты в КМ, и у тебя нету прямого инвайта, и ты сидишь, и все эти ебаные open квалы сидишь, играешь. Со всякими разными типами. Там и читаки, не читаки и тому подобное. Так что тут такое. Как по мне, оно... Дози, наверное. смелые темы. Да? Все секреты. Да, наверное, и сейчас можно, но лучше я не буду этого делать. Окей. Ну, То еще раз не возьмут, а то он захочет. а, когда да, если да, предложит. предложение проступит, да. Да. В украинский состав пойду. Мгм. Будет у меня еще вопрос на эту тему. Мгм. Так, ну тогда что? Переходим уже к эре КУМов, Мгм. если это можно назвать. Да. Как вообще получилось, что ты решил вот организовать такую Меня команду? позвали, ну, вот этот меня кикнул. Мне приходилось искать команду. Можешь прям не стесняться, ну, если Я напрягает понимаю. как-то, мы можем его вообще попросить выйти, кикнуть. Просто замажете его. Да. Да, полностью. Так. Я Мне батут ищу, лучше. ну, сначала ищу команду. Как капитан, да. Как капитан я бы не сказал. Потому что то, что он сделал, когда они выигрывали вот этот Global, вот, прошлый Global, это был пиздец. Мы, конечно, вообще не прошли. Максимально обосрались. А вот они могли выиграть. Просто как игрок, то есть не как капитан. Играю за Руе, тогда организация была, это сейчас Играли Батулики. Ну, то я уверен, что Батулин более открытый и более общительный и тому подобное. Я именно сам как человек Батулин лучше. Именно как капитан, именно как тот, кто двигал свою команду и тому подобное, как по мне, это Адози. Вот и все. Вот так вот. Потому что Адози, видите, он как человек именно сам, он какой-то, знаешь, закрытый, как будто, знаешь, вот, типа, сидит такой, и, типа, не знаю, ЧСВ, не ЧСВ, я не знаю, какой на самом деле, но... Хотя он на все эти, даже когда пишешь в Инстаграме, в Директ, он отвечает, но потом, ну, нормальный чел, но в любом случае. Ну, именно у него, знаешь, вот типаж у него такой, как будто, знаешь, он типа... А Батулин сразу видно, что типа, как будто жизнерадостный такой.
Ну, как капитан, блядь, я не знаю. То, что он в финале сделал, вот они выигрывают. Вот ты последние 6 игр нормально отыграй, блядь, а они взяли и хуйса пососали, типа. Ну, начали какую-то хуйню творить. Они не делают дефолта, а начали какую-то парашу творить. По состоянию я сегодня, ну, не знаю, ну, такое. На который акцент за европейскую. Играю там что-то в районе... Я не помню, ну не больше года даже. Может полгода играю, может даже меньше. Играю, там какие-то микрорезультаты есть. Ну, я по факту тащу их, короче. Все, они уходят из пабга там после очередного, там мы не проходим, помню, DreamHack какой-то. И там SEO этой организации, Бен говорит, который покерист, он говорит, типа, короче, нет смысла в пабге как-то существовать. Все, давайте мы вас распускаем. И все, как бы на этом все, заканчиваем. Ну, а я скажу? Ну, человек как бы просто не видит будущего. Потом он все равно зашел в пабг через несколько месяцев обратно. Но там у него состав был соответствующий хороший. Но Щенкиненько, да, поблажек не будет сразу. А, вашей. Да-да-да. как бы все, Ботаники время. расход. Я начинаю искать в миксах. Там начинаю играть с одними, с другими. На ПКС тогда были что-то там около, очень близко, короче, практически прохожу, но не получается. Потом меня зовет, тогда был состав ЛА, они укикнули Хоббита и взяли меня на место его. Был Fall, Fate и Данте. Я туда пришел как просто игрок, то есть Ровно кроме Индии. делал там все, что я делал обычно, но в силу того, что я видел, что чуваков опыта как бы мало, ланов, таких тир-1 понимания, я начинаю свое что-то добавлять, все, ну, идет, как бы, так сказать, все получается. Мы проходим там за год на Global. На Глобале мы подписываемся там под юников на несколько месяцев, потом опять это... Давай вот здесь остановимся. Вы прям знали, что на несколько месяцев подписываетесь? Нет. Нет? У нас был контракт на что-то в районе года или полгода. Ну, то есть они хотели партнерку получить. Вообще изначально вся суть подписания ник это тоже, опять же, получить партнерку и все. В Европе хотя бы региональную. Там не было глобальных партнеров. Там было региональные. И типа в Европе мы по результатам до PGC и так далее заслуживали. То есть арга была. То там дали тур футболистам тогда, которые пришли новые вообще. Но спустя время я понимаю, за что им дали, потому что в плане организации и того, что они делали для папы, они лучше... А хотя, может, Юник тоже больше развивались, никто не знает. Но они получили партнерку, и все, они такие... Мы партнерку не получили, как бы, ну, делать нам нечего, как бы, все. Контракты разорваны. Меня тогда прям, знаешь, это, как сказать, закусило, потому что, ну, как будто, знаешь, чисто на турик подписали. Бесиканы бандага садим, кто играет в киберспорт. Ну да. Если со стороны киберспорта смотреть, это Вы охуенно. там попиарили, отыграли. Это с виду так кажется. На самом Вот. деле у меня хорошие отношения. Да. Именно полностью киберспортсменов всё, кто там был, лучше знаешь. SEO, Ну, значит, становишься. человека, который ее основал. То есть это хорошие люди, у меня к ним вообще никаких Лучше знать претензий, как становишься, бы у меня блядь. с ними Лучше всё окей. узнаешь. То есть это просто Лучше не знать выгодно становишься. находиться. И все, как бы. Мы продолжили под КМами. Я лучше Потом- знать тебя. Потом я взял Хоббита в команду. Давай вот вы начали какой Да, я забыл. Мы топ-30 Global, как бы все. И у нас тогда был Фейт. То есть он такой человек посредственно в плане... Я не понимал, как он будучи капитаном до того, как к ним пришел у них, Бить как на они не. вообще играли. То есть и я поначалу это конфетный будет период, ты это не обращаешь внимания, потом ты начинаешь на это обращать, ну, прилетаешь на лан уже вот на офлайн и видишь подход человека к турнирам, там. Я не буду говорить, что он делал, потому что это будет, наверное, минус реп ему. Там и так все, кто был на лане, это все наблюдали, там тап, они все знают и все видели, как отношение человека. И мы прилетаем, как бы, потом там нам на месяц прилетает бан на ПКС, мы не можем играть, мы идем с Данте играть микс. Ну мы просто начинаем собирать, я становлюсь капитаном и начинаю вокруг себя строить команду. Поначалу, типа, у нас, по-моему, GLL топ-8. Ну и все, я взял Хоббита, Ферстика, которому исполнилось 18, мы захантили. Потому что мы прям под ПКС по 18, и, ну, надо было брать, потому что хороший игрок, молодой, все дела, я просто
обучить, и как бы получится пушка. Все это как бы... Короче, взял игроков хороших вместе с Данте, двоих, получается, Верстика и Хоббита, которые тоже, у них была между собой какая-то синергия, и все. И вот продолжился QM, наверное, потому что... Ботаники на ЖБД. QM начался с того, что я просто... Мне Да ботаник, Фол говорит, крем. придумай название, зарегай команду. Я такой... Смотрю на аватарку в Стиме у кого-то, где просто знак вопроса. Такой, пофиг, пусть кэшмарк есть, лого этого Стима поставил, и все. Потом заставили поменять лого, потому что нельзя было такое. Придумали, там кто-то у Данте из знакомых нарисовал логотип, и все, поставили такой логотип, и вот она началась эра. И все, а потом я становлюсь капитаном, как бы максимально прям погружаюсь в этот процесс, как типа строить команду и так далее. И все, и там идут результаты, там выигранный ПКС, потом этот Global, где там топ-7 заняли, этот Crash Garage. А потом прилетаем опять, и опять начинаются проблемы, не связанные никак с игрой, связанные с отношением игроков друг к другу, ну, личностно. Как по мне, что-то вот этот слева вообще какой-то левый чел. Ну, типа, вообще не заходит, кто его знает. Как КП молодцы, да. Ферсик, да, он хорошо стреляет, но как игрок, я не знаю. То есть я хороший, прилетаю да, с турнира, я никогда базарный. не думаю о том, чтобы кикнуть игрока, просто там, если он плохо сыграл. Ну, просто начинаются терки внутри. И, соответственно, эти терки порождают, типа, изменения. И все, уходит Хоббит, приходит Бесович. И вот этот год, ну, прошлое все помнят. Угу. А можешь вот рассказать о ваших предложениях Гараж в гараж, о да. подписании? Вот начиная вот с 2020 года. Какие Их было организации? очень много, но Много они было? были, да, они были из разряда... Короче, я не видел смысла. Ну, он сидит, блядь, но как будто, знаешь, вот как, блядь, как вот эта вот банка, вот энергетика, вот он то же самое, типа. Просто, блядь, сидит и все. Я Слева чел помогает Бахе, так как у Бахи опыта нет. Ну да, типа, он как-то немножко более уточняет вопросы и тому подобное, но в любом случае, блядь, ну, как по мне, он немножко, типа, левый типок, я не знаю. Люди пишут Без того, ну то да. есть SEO каких-то организаций кидают мне e-mail, оффер детальный, говорят мне, а я сижу, думаю, ну, типа, чуваки, я не зеленый игрок, который только начал в PUBG играть. Я просто, как бы, могу сложить 2 плюс 2 и понять, что ваши условия, ну, вообще никак не выгодны. То есть предлагали вообще невыгодные контракты на тот момент. И, соответственно, из-за того, что, ну, и плюс PUBG, орги не были именитые. То есть это были орги, которые хотели поменять состав, которые уже находились в PUBG. Либо орги, которые хотели прийти в PUBG, но их условия были, ну, то есть нет смысла. Зачем? Я прилетаю на турнир, мне все турнирный оператор оплачивает. Ну, буду получать зарплату, но я в эту игру не ради зарплаты играю, типа ради турниров. И все. И поэтому мы были без оргии все это время. Ну, не только поэтому, потому что еще и PUBG повлиял. Это сама политика Крафтона и спортсотдела. То есть в этом плане, не знаю, до сих пор расстроен, как они к организациям относятся. А какие вот самые именитые организации предлагали? Я могу сказать, сейчас, вот, последние 2 дня предложили, но они опоздали. Типа это Фнатики были. Фнатики? Да, хотели зайти в PUBG. Ох ты ж. G2 предлагали. Это инсайд сейчас, да, такой у нас? Да, G2 им предлагали, это не секрет, на Riot. Да. Чувак пишет, не хотите полететь играть Riot по G2? Я такой, вау, круто, типа, какие детали контракта? Ну, условия. Вы будете под нашим тегом, мы будем вас везде в социальных наших сетях, типа, продвигать. Сделаем вам форму, то есть вы будете по тегам G2 на 1 турнир. Просто это, типа, он принял партнерство, не контракт. Я говорю, ну а почему просто контракт на год не заключить? Типа, в будущем же, может, мы тоже будем хорошо играть. Они уже были в PUBG, чувак мне прям написал, мы уже, типа, в этом были, у нас желания пока нет возвращаться, поэтому на 1 турник только. Я говорю, ну, сори, тогда нет. Он написал, то есть, типа, да, я вас тоже понимаю, окей, если нет, так нет. Так. Фальконы предлагали, не знаю, но это не секрет. А вот история с гладиаторсами, потому что вот... Ну, это бред ебаный, нахуй, под кем-то играть, блядь, и от этого никакие, блядь, плюшки не получать. Можно погромче, да? Вот здесь
не хочу, вообще мерзко про это вспоминать. Ну, чувак, короче, Так, и так громко стоит. один из SEO GG пишет мне до PGC, давай на PGC подпишемся. Каждый раз, когда мы проходим на Global, начинает писать организация. Чувак пишет, давай подпишем, ну, типа, мы мониторим, типа, составы, мы следим за киберспортом. Ну, Virtus.pro предлагал. Я не знаю, это много кто предлагал. Просто это про каждого рассказывать времени не хватит. Пишет один из SEO GG, типа, мы хотим вас подписать. Все дела. Я говорю, из того, что у нас тег, мы уже давно играем, у нас есть своя аудитория. Я не знаю, что будет в следующем году в PUBG, в плане турниров, анонсов и так далее. Календаря нет. Я не хочу из-за истории с юниками, я не хочу подписаться на Global, потом вы такие подумайте, не, типа, нерентабельно в PUBG сидеть. И опять мы слетаем на Global, то есть мы весь сезон потели, по тегам, у нас есть какая-то своя аудитория, своя фан-база, и опять мы тут подпишемся под какой-то тег, поиграем, типа, 3 недели под ним, ну, Global, и прилетим домой, и они скажут, что, чуваки, что-то вообще, ты опять не получишь партнерку, и не захотят в PUBG находиться. Я говорю, давай после PGC начнется новый сезон. Если, ну, он мне прям открыто пишет то, что он следит за PUBG, он понимает, что у нас есть потенциал в нашем ростере, все дела, вот это все расписывает. И я говорю, давай после PGC, ну, вообще 0 проблем, мы очень хотим вас подписать. После PGC, типа, пиши, или я тебя напишу, короче, все, после PGC на связи. PGC заканчивается, еще до конца PGC, когда вот эта ситуация с компами происходит, я ему, выкатывают eSports мапу на next год с турнирами, или что-то, как анонс какой-то. Я ему кидаю новый анонс, заявку на партнерки кидают. Я говорю, вот все, стартовало, принимают заявки на Global партнеры на следующий год, все дела, кидаем ему эту новость в Discord, типа, все, готовы разговаривать. Он такой, окей, я изучу программу, и все, типа, до связи. И потом я от Квизи там узнаю, что ГГ уже подписывают вот этот стак. Ну, там Квизи еще договорился, а Квизи... Я понял. Просто на бриде. Вот он с ним, ну, это со слов Квизи. Квизи договорился за ник на Аргу, и они его на бриде взяли Леванты и подписались под ГГ. То есть это тоже такое, ну, это их дело, то есть я могу только осуждать то, что они кикнули человека, который нашел Аргу, но в том же... Типа я понимаю с их позиции то, что они хотят... Ну, если они видят с Леванты лучше, то, что они будут играть, это одно, но играли бы тогда не без Арги, ничего. Но тут в силу своих интересов, я думаю, трудно от Арги отказаться. Да, в целом и все. ГГ. Ну и все. И после этого, когда я узнаю то, что... ну и чувак перестал мне отвечать. Он даже не написал, не сказал, что они нашли другой состав. То есть он ничего не сказал. Я от Квизи это узнал. И после этого, ну, молодцы, что, мониторят результаты, следят за турнирами, окей. Послужило тем, что этот состав выиграл просто Global год назад. Год они вообще ничего не показывали, на инвайтах, на всем. То есть они плохо играли. Сейчас они могут хорошо играть. Типа, я не говорю, что это плохие игроки. Но тот, типа, год они сосали. Они сосали на инвайтах, и они херово играли. И после этого, типа, там кто-то из ГГ, я так понял, там просто много SEO. То есть это вот Аргу держит не один человек, а компания людей. Кто-то у них закинул, типа, я их знаю, это чемпионы 22-го года, бля, вообще крутые ребята, надо подписываться. И они такие чуваки, которые мне заявляют, что они очень относятся как-то, ну, они следят за сценой. Типа, они разбираются во всем, они просто подписывают людей, которые весь год как бы, ну, ничего не показали. Но опять же, это не отрицает факт, что они могут этот год хорошо сыграть, но, то есть, основываясь на результатах, они подписали состав, который ничего не показал. Как будет, они не знают. То есть, они просто подписали из-за ачивки 22 года, и все. И тот год они тоже, они играли относительно в Европе, они просто у них вот так вот прокнуло, они хорошо сыграли на Глобале, выиграли его. А если взять весь год, они играли, ну, типа, ПГС только, по-моему, какой-то они хорошо сыграли. И все. То есть они тоже прошли на Глобал, не супер уверенно, но его выиграли. И вот за эту одну ачивку они просто подписали их, и все. А до этого как бы мне писали, то есть мы готовы, все дела. Угу. Пишите. Ну, понятная ситуация. ВП писали после рейда. Так, подожди. Фнатики опоздали. ВП написали... Не ВП, ты говоришь, что писали. Писали... Вас не ВП подписывают? Да. ВП писали после рейда. После рейда еще там Аврора, по-моему, писали. Короче, много кто писал, я им выкатывал наши условия. Условия у нас вообще максимальные, блядь, супер
знаешь, я не хочу большую зарплату, я хочу зарплату, которая увеличится со временем за счет наших результатов. Но я писал зарплату, которая как бы каждый год цены везде растут. То есть зарплата не может быть... Я не могу просить зарплату, которую я получал в 2019 году. Типа сейчас все выросло. Я просто прошу там чуть-чуть побольше. И все. И я отсылаю наши условия, и бац, все пропадает. То есть хотят подписать папку, который принесет им какие-то результаты за гроши. Но в то же время, чуваки, типа, ну, я не зеленый игрок, который знает, как устроен киберспорт. Я не хочу... Я с вашего тега... Я понимаю, что такое папка. С вашего тега, возможно, я поимею только зарплату. Медийку я не поимею, возможно, совсем. Только если свою раскачаю. Потому что PUBG следят за... Те, кто смотрит за киберспорт, они не сидят за организациями, они сидят за игроками. То есть если я буду там под Фальконами, под Нави, под... ГГ, еще под кем-то, под Virtus.pro, они не будут следить. От этих организаций придет маленький процент, потому что PUBG, ну, сами знаете, как смотрят. И подписываться ради... Короче, от подписания выгода такая, что у меня просто с меня снимут обязанности менеджера, потому что вот без орги на турнирах и так далее, вот он еще добавился, он английский хорошо, ну, типа говорит, чуть-чуть облегчило мне задачу. А так я вот был менеджером, тренером, игроком, капитаном, то есть все. И тут хотя бы можно будет выдохнуть, поиграть, покапитанить, и там бумажки какие-то отправить, заполнить сможет кто-то другой, и все. Вся суть организации в PUBG. Ну и зарплата будет. То есть я не буду сидеть, ждать полгода призовых, как мы ждем. Типа у меня будет зарплата, я смогу банально чуть-чуть отвлечься и погрузиться в игру больше, чем думать еще о том, где мне деньги заработать. А вот офферы, ты говоришь, тебе поступали, да? Ты сам их рассматриваешь, либо же ты общаешься с командой? Конечно, с командой. Ну, что, я им сразу все перекидываю. Если бы я один общался, типа, такое было бы, наверное. Я все, ну, у меня же команда, как бы, все скидываю. Так, то есть ты выдвинул... Баба депитает. Хас билет Ларида. К4. К4 билета. Альбертине, здорово. Bu адозилар, bu бестолочилар, bu хуй знает кто, bu кем это Бахметалар. условия больше, да, чем получал в Нави. Да. То есть мы так аккуратненько прощупали, сколько было в Нави, и сейчас условия на 24 год, ну, киберспортсмены получают больше, да, зарплата выше. Кто же согласился тогда на И как это произошло? То есть условия? это вы нашли Вы этот им тег, дали? или они к вам пришли? Или они к вам Ну, пришли? я даже не знаю. Ты Дайрама знаешь? Кого? Дайрама, Дюрем. Нет. Короче, большую часть, наверное, сыграло то, что есть такой человек, Дайрам. Он был в PUBG, он был у Джокеров тренером, он там в ВП, когда, ну, у Батурина был с Яриком, типа, у них тоже там тренером, аналитиком. Человек просто был в PUBG. Кстати, рангерок-то. Охуенный человек смен. Левый комментатор с Матч ТВ Индии, он другая. Когда Лего ошибся. Ну, В Берлине мы вот с ним общались просто вот так вот очень тесно, потому что там мы были в определенных условиях, и приходилось больше времени проводить, то есть друг с другом. Ты вот так показал, меня немножко смутило это. Ну, короче, человек, которого мы знаем давно, он сейчас SEO Bitboom. Опа! Подожди, это Бэтбум, да, получается? Да. Ага, у них и в Доте, и в КС-очке. Да. И как бы я еще, когда рассуждаю по поводу подписания с какой-то оргой, допустим, мне пишут фальконы. Я не отрицаю, что любая организация, с которой бы я другой подписался, возможно, все было бы окей в плане контрактов, в юридическом плане и так далее, но всегда есть такая тема, когда ты можешь просто договориться с человеком без каких-то бумажек, вот этой муторной темы, думать об этом. Если у тебя есть люди, которых ты знаешь уже, то есть ты уверен в них. И так как Даром сейчас, нас он знает всех, мы его знаем. Сейчас он SEO Bitboom. Да, я не знаю, кто кому написал. По-моему, я не знаю. Он сначала Андрюхе написал.
Я с ним потом начал списываться. А как долго это все общение шло? Первое, тут, грубо говоря, сколько Как становления? зародилось вообще? После Как Global, давно? наверное, нет? Сразу Да, после после- Глобала? В прошлом После году или- еще, получается. После или во время глобала? Не, после PGC, наверное, после Ну, ситуации с компами. Но мы общались Мгм. типа и во время глобала, и после глобала. Мгм. Ну, давненько уже, то есть февраль месяц, а вы И уже... они ага. думали, после того, как вы выдвинули какие-то, вот, так сказать, условия, Ну, он спросил у нас примерный оффер, мы ему сделали. У нас там какие-то условия сейчас сформировались, которые всех устраивают, и все. Так, вот здесь про оффер, опять же, капитан больше получает, чем обычный игрок? Нет, Одинаково. нет, Тренер. У тренера будет зарплата? да. Ну, должна быть. Ну, я тоже думаю, что да, должна быть. Ну, просто мало ли. планируется ли у команды там киберспортивный психолог, аналитик? Нет. Блин, правда такая тема, если честно, ты просто можешь играть дома, тебе не нужны буткемпы. Психолог, может быть, нужен, не знаю, кому-то. Я не отрицаю, то есть, если будет психолог, классно, но я то есть, об этом не думаю. У меня нет, так сказать, необходимости в нем, поэтому Мне нет, кажется, еще папка не настолько сильно развит, не планируется. чтобы был психолог у каждой команды. Ну, психолог, по большей части, он, наверное, выправляет команду как раз-таки на ланах. То есть, как бы, да, вот, и вы дома играете в комфортных условиях, тут случается лан, вы все съезжаетесь, и вам надо жить, так сказать, в команде, в социуме. Не, я не отрицаю, психолог может быть полезен даже в PUBG на лане, если у тебя какие-то молодые игроки или первый раз лан играют, или там просто у них что-то проблемы с менталкой, то да, они могут положительную роль сыграть. Экспейн, сука, тебе, блядь, психолог нужен нахуй. Они что, по привычке? Да нет, это им, скорее всего, Альбертине говорят, типа позиционирование. Если кто-то вдруг так сядет, его не будет слышно и тому подобное. Просто в наушнике говорят, типа, алло, Адози, блядь, сядь прямо. Вот типа того. Но у нас пока не прогнозируется. Мгм. Так, а вот ты спросил, когда этот подкаст выйдет. Почему спросил? То есть ты сейчас что-то хочешь такое интересное рассказать? Нет, чтобы вы это не Нет, забросили. да, когда ну ты что, до- нет, А то нет. ты любишь скины сливать. Мы же с тобой все решили. Пока нет еще. Да? Окей. Ну все, в принципе, я не знаю, что еще рассказать. Ну, короче, мне писали фальконы, то есть фальконы как бы хорошая арга, платят тоже хорошо. Но зарплата не играет роли. Типа больше мыслишь о том, Баска. как... Нам нужен Допустим, психолог. ББ, чем мне нравится, это... А как то, это блядь, новый бренд. 18-летний Мне нравится Экспейн, бренд. нахуй, что-то, блядь, в край охуел, блядь. Мне нравится человек, который сейчас на позиции SEO находится. В плане, ну, я знаком с ним. Мгм. Да и все, в принципе. Просто я уверен, что я не буду думать о каких-то, типа, условиях в контракте. То есть такой груз с плеч, да, получается? Ну да, Мгм. да, так. И Ну и, соответственно, я хочу, я не знаю, чтобы мы подписались, и на следующий год мы там глобальную партнерку получили, если хорошо сыграем этот год. По крайней мере, будем стараться. то Почему есть нет? вы выдвинули условия, они такие, все, окей, нас все устраивает. Да, и это Не- новая арга в PUBG. Я еще из разряда того, когда кто мне какие-то приложения делал, я рассуждал того, что эта арга была в PUBG или новая приходит. То есть придет новая, это даст какой-то, может, мотивацию или буст другим организациям заходить. Мгм. То, что вот видите, новая организация пришла, если мы хорошие результаты покажем еще, то для новых, так сказать, организаций, которых в PUBG не было, это может какой-то будет мотивационный буст, но да, надеюсь, что не буду про... Так, у меня вот такой, знаешь, вопросик. Бэтбум, да, букмекерская контора. В Саудовской Аравии как бы запрещены букмекерки. У вас не будет проблем представлять такой тег? Нет, именно они в играли ряде? уже Riot, просто BB Team называется. ББ Тим. Бетбум Team, и да. типа Бетбум это общее только вот Бетбум, то Мгм. есть, Ну, то есть все окей. ну да. Мгм. Хорошо. А вы знаете составы доты, КСки? Я знаю, да. Dota и ХЗ, КС, Ну, пару игроков знаю, да. Там вот Дота, да, есть Торонто Токио. Ты знаешь, что он в PUBG играет? Он стримит я PUBG. видел. Да. Ждать совместку? Да, я даже думаю, он не знает о моем существовании. Ну, вас поэтому- подпишут, заанонсят, я думаю, узнают. Не-не-не, это не так работает. Ты думаешь, что там Simple Navi знал, что есть какой-то бестолочь? Который кикнул Адоза? Да. Ну, короче, не.
Ну, Я понял. Может, я поиграем, понял, может, я нет, кто понял, знает. Я понял, окей. Ну, в любом случае, в Риаде вы будете все вместе. То есть, скорее всего, вы как-то пересекетесь. и Ага, такие... блядь, нифига ты загнул туда еще. Вот реально, да, если подумать, да, вот Торонто-Токио, да, он выиграл International с ебейшим выигрышем. У него просто в кошельке сейчас лежит столько миллионов, и вот он реально по факту даже не знает то, что Pitbull подписали в PUBG какого-то Дози и Бестолочи. По факту им похуй на них. Ну, ему похуй на них, потому что он играет в Доту, это самый мировой киберспорт, и он там и показывает охуенные результаты. Он там просто за пару месяцев он больше денег делает, чем вот вся вот эта вот команда, не знаю, за целый год, наверное. Пройти нужно будет. Ну, кстати, вот по поводу, Если да, там не по инвайтам. По поводу пройти, да, то есть давайте вот так. Я планирую посетить 3 турнира. Это ближайший. Вы знаете, где ближайший будет? Нет. Вот я хочу посетить ближайший, я хочу посетить Риад и Глобал. 3 турнира. Мгм. И я вот хочу такой, знаете, может быть, спор с вами. Давайте, если я посещаю больше турниров, то я там, ну, условно, какое-то задание вам даю, либо желание. Если вы больше, то есть в любом случае проходите... Нам на все турниры нужно пройти тогда. Да. ну, больше 3, по крайней мере. Ну, вы либо, знаешь как, либо 0, либо 2 турика, либо 4. Ну, либо 5. То есть, ну, еще 7. глобал, да. Почему 7? Потому что ПГС, наверное, будет проводиться в этом месте, но их 2. Угу. Ты отбираешься 1 раз на 2 турнира. Да, вот. Ну, то есть, 1 раз отобрались, плюс 2 плюс 2 турнира. 4. Да, вот. Global 5. 5. Плюс Риет 6. А 7-й Nations Cup, поэтому узнаем. Nation Cup, вот это тоже. Это мы узнаем. Узнаем, то есть... Ну, вдруг что-то... Подожди. Ничего не изменится. Вдруг что-то произойдет. Ничего не изменится. Такое, знаешь, через полгода и позовут кого-то. Окей, позовут кого-то. Это кого? Кого могут вот Да, позвать? там по статье понятно будет. Сейчас, что в России... В СНГ, в пабге нас нет на Nations Cup. Там по понятным причинам. Нет, а если вот... Пул игроков бешеный, типа, кто угодно может А если бы поехать. так случилось, что он был, вот ты бы кого взял с собой? Я? То есть я еду? Да, Ну, например. представим, что ты едешь, да. Блин, я не знаю. Одного Это человека такое. с команды. Вот давай так. Я бы взял Ферстика. Не Бестолочь. Потому что он тебя кикнул Нет, в Нави. Да. Правильно. Ну, вообще, я бы взял всех своих тиммейтов, понятно. Не, А, ну, нельзя, только 2, есть там же только 2 ограничения. человека должно быть. Угу. Кого бы взял второго? Еще 2. Блин, если бы я, знаешь как, если бы я был уверен в том, что у сборной был бы хороший капитан, не я, любой другой, допустим, там Батулин или еще кто-нибудь, я бы взял просто Ферстика и вот Андрюху из своей команды. То есть я бы не поехал, потому что я уже туда съездил в 2019 году, я уже выиграл. Ты бы уступил своим Да, тиммейтам? у меня есть желание туда поехать еще раз. То есть это желание... То есть если я выберу по статье, допустим, пофантазируем, отбор я прошел, вот, и мы можем играть. Я прошел отбор по статье, допустим, все, я там выбрался железно. Типа я не могу сказать, чуваки, я не хочу ехать, я все равно поеду. Если просто выбирать голосование... Как было вот тогда? Да, у меня было бы желание, типа я на любой турнир хочу поехать, но я там уже Да был, быстрее, я уже да. выиграл. Если говорить, в последний раз, когда сборная России была в 2019 году, Да. типа я, Убах, Сеня, Кемба, его уже выиграли. Я это уже испытал, ощутил. Гештальт закрыт. Да, я, возможно, хочу это ощутить еще раз. Я понимаю, что так как было вот тогда в Корее, когда у тебя просто 6 тысяч там сидело. То есть, Там сумасшедшая атмосфера была. Вот эти Nations Cup, которые сейчас проходят где-то в театре, где сидит 200 человек, это вообще фигня. Там 6 тысяч человек сидело на волейбольном стадионе. Типа это вот, наверное, уже такого не будет. Ковид сыграл свою роль. То, как они делают турниры сейчас, ну, тогда очень много. Тогда и в Америке Global очень много зрителей было. Я уступил бы место, ну, типа, взял бы своих 2 из команды и кого-то из ТСО 2, и все. Андрюха, а тебе такой же... Что там, кто пишет? Все, тогда проходим Бахмета и Балатисим, ясно. А Павзан, ты Шрамова и Бахмет оставил? Пока еще нет. Если бы ты мог выбирать, кого ты взял второго? Да, и вообще весь состав назови. Весь состав? Ну окей, я поеду 5-м запасным. Можешь не напрягаться насчет этого. Вот 4 основных игрока. Блин, не знаю, я бы взял кого-то из Нави, из твистов, миксанул бы, но
Из Нави, там Ой, 4 блядь, с Нави, украинца. господи, из ГГ. У меня до сих А. пор Мгм, Нави равно окей. ГГ. Взял бы Ферстика. Ярика не получится взять, к сожалению. Но если Адоза не брать тогда, Ну, Второй- кикни его второй я раз. его кикну. Да, я его просто кикну. Я не знаю, какой-нибудь типа Дипа и +1, условно. Вообще без понятия, кто это. Example, Deep, First Example, да. Батулин. А, это 3 из твистов получится уже теперь, потому что Example Ну тогда тоже твиста. ГГ, хорошо. Если по одному из твистов и ГГ, Алю тогда. либо Алю, либо Ваню. Ваня был уже. Ваня был уже. Блядь. Ну, типа не Ваня. брать тех, которые играли уже. Ваня отыграет так же, как я уже, все. Мы старые. Не, Ваня, мне кажется, будет создавать свой вайб. Да. Играл бы ты с ним, знал бы, какой вайп он создает. Так я играл с ним. А, ну Мы да. в деньгах играли с ним. Ну вот Динги, боже, ты что расскажешь? М. Ты знаешь, что такое Динг? Динг нет. Все, Да просто можешь микс. дальше не Просто рассказывать. микс. Всё. Так, слушай, а вот Бестолочь, на Ликвипедии у тебя на личной страничке написано non-representing. Так, Это как так произошло? вот так вот. Так произошло. Ну как? Да он Подожди. клоун просто. Все, нет. Чтобы... А ты Да, поясни, нету поясни флагу, да, зрителям, то есть что значит. у него на Википедии написано, что он не представляет сборную. Что? Ну, то есть ты отказался, правильно? Не представляю флаг страны. Флаг страны. Да. Да. А если вот реально National Cup разрешает выступать сборной России? Тогда он появится. Все понял. Хорошо, Окей. что можно редактировать. Да. Кстати, Всё. Википедия запретила эту штуку, Уже что нет. можно на презентику ставить. Потому что некоторые игроки обузили это и попадали на турниры, которые были, на которых они типа не Я могли понял. играть. О, как. Ну, это, Мгм. походу, не в папке было. Так, Ну ну, это да, это не ну, правильно. это давайте папка. закончим тогда пари. Вот, окей, 7 турниров, мы разобрались. Я 3 посещаю. Вы готовы забиться, что посетите больше, чем я? А в чем спор состоит? Ну, я не знаю, можно любое желание, любое задание. И маме. М? Есть на зарядке у тебя. Зарядки. Спасибо за мои зарядки. Не, ну желание... Что Ну, за- то есть хочется. можно чем-то подогреть, условно. То есть я вот говорю, я 3 турнира посещаю железно. Хорошо. Я не хочу, потому что придется об этом думать. Я не люблю думать не об игре. Поэтому такое. Окей. Я думал, может, как-то это подзадорить. Давай просто, если мы встретимся на турнирах, то будет хорошо. Давай. Для тебя хорошо, если мы будем проходить на Конечно, турниры, у тебя да. будет контент. Да, Ты влоги снимал в Таиланде, ты, надеюсь, уже понял, как это все да. устроено. И влоги там с турниров мы не Окей, увидим через... Бэтбумы не будут ограничивать как-то, условно, А, я не меня? знаю. Ну, не должны, ничего такого. Мгм. Может, у нас будет тоже свой оператор, но на 2 фронта поработаем. А давай тогда попробуем еще такие истории. Да, вот вам надо будет сейчас добиваться всех, да, турниров, так сказать, да, самим. Да, У вас нет проходить никаких, на да. все. Есть такая же команда, да, GG, которой тоже надо будет добиваться так же, как и вам, всех турниров. Как вы думаете, сколько они посетят турниров? Посмотрим, я предикт. не знаю. Да, Да зачем загадывать? это, блин, у нас 2 месяца сквала. Это Это жестко. жесть. Это жесть, да. Как можно? Это прям Ну, мясо. Получается, только мы и ГГ тогда должны проходить, Да. чтобы они пришли Да. на турнир. Или только они, или только мы. Ну, это рандом тоже. Ну, либо кто-то Будет ли для другие. вас это ментальная какая-то история, вот соперничества такого, получается, с одного региона? Не, мне похер на них. Ну, типа, я считаю, что они могут хорошо играть, но я их не котирую пока в соперники. То есть, как объяснить? В плане менталки у меня вообще нет ни с кем в регионе соперничества, потому что я не думаю ни о ком, только как о своей теме. Типа, я хочу, чтобы мы максимально, ну, только это все думали. То есть, там может, кстати, есть у нас искусственный конфликт с Батулиным, типа, то, что я Twisted Minds не люблю. Искусственный? Да. Да, я знал, что вы угораю. слишком интеллигентные Не, ребята, ну, может, чтобы... он на меня как-то Батут обижается, типа, но я это угораю с этого просто. Типа, вот эти краши в папиче, ну, это... В пабге скучно, никто ничего не делает, типа, никто не закидывает вот этого. А это нужно. Это Я нужно. иногда это закидывал, потому что, ну... Вот кто заводит контент, да? Ага. Люди смотрят турнир, просто твисы заняли топ-3, мы там заняли топ-7, все, турнир закончился, следующий турнир Да. через полгода. Что людям пообсуждать? Я вот Можно хочу закинуть? сказать, вот
Помните вот это ваше с Экзальта, с молодостью? Блин, это было прикольно. Ну, Это было классно. Но это, кстати, было не искусственно. И Тогда это было классно, понимаешь? я Мы не все понял ждали ничего. какие-то посты там от вас, какие-то действия. Это было круто. Реально, я вот прям смотрел, как будто дерби какое-то. Ну, что же, кто же, как там? Ну, там такое дерби было сейчас. Типа, вот если сравнивать там с Экзальтов, это небо и земля. Там просто из-за того, что они прошли на Global, может, было такое, типа, они прошли, они верили то, что они сейчас прилетят на PGC, хорошо сыграют. Я как бы сразу думал, что... Ну, я знал, что они плохо сыграют. То есть так не бывает, ты прилетаешь на первый Global. Ну, я сам, типа, у меня опыт такой. Прилетел на первый Global, тоже думал, типа... Это был мой второй Global. Для пацанов был первый. Я думал, блин, сейчас мы хорошо сыграем. Тогда еще в ВСД было все, мы пососали. И я такой, ну ладно. Опыт, так сказать, Они получили опыт, я получил опыт сосания. Как делать не надо. И все. Так бывает с командами, которые первый раз приходят на главу. А так, ними вот случилось то вообще, же самое. как ты, ну, вот, да, ситуация с Экзальтами, вот этот трешток, как ты вообще к трештоку относишься? Вот представь, вот условно, да, вот Батулин там или Twisted Minds что-то закидывают в ваш адрес. Ну, просто мем какой-то такой смешной. Я поугараю, безобидный. что это отвечу, либо подожду момента, чтобы ответить, типа, ну, нормально. Угу. То есть Типа, ты, если ты он- за, чтобы если- подогревать если на какой-то личности интерес? не переходить, Да, ну, просто само собой, да. около, типа, Около. Ну, да. где-то за какой-то можно, моментик, да. можно там за что-то притянуть. Лишний разочек папич этот вспомнить. Да, То есть да, можно. но это, ну, блин, это смешно, угарно, не знаю. Да, Людям это, есть что понимаешь, это обсудить. для нас. Вы это все Да, будете да. делать для нас. Типа скучно, ну что? Вот Ты именно. сыграл хорошо турнир, скинул пост с результатами и написал, ну, мы так сыграли, все. И пропал на год. Вот именно. И у тебя есть какая-то Этого не социалка, которую хватает. ты никак не ведешь, ты там ничего не делаешь. Социалка создана для людей, люди за ними следят, чтобы там что-то происходило, а не просто ты скинул пост с результатами, они сказали, какой ты молодец, или там сейчас уже рофля, типа там, ну, пример твисов приводить. О, очередной топ-3, удачи в топ-3 в следующем году. То есть они это попсули, и все, и затухло все до следующего турнира. А Вот. если какой-то интерес подогревать, что-то мы Конечно. такое между Вот собой. у бутбумов, я вот смотрю, они что в кэсочке, что в доте, где-то там какой-то мимасик, что-то такое делают. То есть, возможно, они зайдут, бэтбумы, Да, не знаю. и также начнут и Посмотрим. в пабге прогревать. Почему нет? Нам этого, как зрителям, честно, не хватает. Я думаю, что я уже говорил, что PUBG больше следят за игроками, то, что только мы можем, типа, что-то... Значит, нужен такое какой-то движение. А вы не человечек. обсуждали это с Бутбомом, что типа делать какие-то Нет, ничего не медиа-контент какой-то Я вокруг это... команды? Нет, я об этом вообще не думаю. Еще Для не меня- зашли, да, до этого Да. или как? Ну, это у нас другие сейчас Мгм. дела, другие вопросы. А такой вопрос. Будет ли влиять SEO на состав команды, например? Ну, есть же, да, такие команды, где вот SEO начинает вмешиваться в... Не знаю. Типа, мы Мне это не кажется, обсуждали, но если до этого дела дойдет, я просто скажу, что нет. Типа, ну, Даже если насчет бестолочи. а что? Ну, вернуть должок. Ответочку. Нет, я не хочу. Типа, я считаю, что должны все игроки между собой решать. Типа, да, это, наверное, неправильно, потому что у организации все равно, когда ты, типа, ты на них работаешь, когда ты контракт с ними. Какое-то влияние, ну, они это как в футболе, я не знаю, всегда есть вес, но Киберспорт до этого не дошел, как бы, что человек, который там хозяин организации, так сказать, сказал, типа, я не хочу, чтобы этот игрок играл. Типа, до этого, наверное, не дойдет. Поэтому все на игроках. Ну и мое тоже личное желание, что я не люблю, когда организация лезет внутрь команды. Так, тему бэтбумов хотелось бы, да, уточнить по поводу условий. Это все насколько секретно? То есть, условно, зарплату мы не узнаем вашу, да? Нет. Окей, хорошо. Тогда я хочу узнать, были ли какие-то встречные от них условия? То есть, вы там должны то-то, то-то, то-то. Да, все в контракте прописано. Ну, а есть какие-то вот прям... Нету, Чётких что вы вот. должны, ну, я не могу говорить детали. Мгм. То есть все Окей. детали контракта, они разглашаются. Окей, хорошо. Так, ну, Должны Ждут ли- хорошо играть. Ждут ли Всё. Бутбом от вас Да, какой-то да. медийной активности? Тоже прописано в контракте. Нет, ну, я думаю, да, что. Это в наших же интересах. Ну, типа, любой заинтересованный. будете какие-то баннеры от бэтбума ставить себе под стрим? Все Ну, так делают, да. Ну, вообще, нормально относитесь Да. к такому? Совершенно Ну, в нормально. наше время это, наверное, уже нормально, да? База. Рекламить, да, это уже база. То есть раньше, я помню, когда только начинал, там это типа, как так рекламить букмекеров? Сейчас это реально уже база. Хотелось бы затронуть тему Таиланда. Да, хороший турнир был для меня лично, как для зрителя. Для вас он не очень удачно сложился. Есть обстоятельства.
Технического плана. Технического плана. Скажу так, что переживали все. Мне Амир сразу звонит: Баха, там что случилось? Расскажи. Я говорю: да, ну, компы потухли. Просто потухли компы и все. И пацанов зона съела. Расскажите Да. вот от своего лица, как это все было, что вы испытали и последствия. Вот первая секунда, когда вот что в голове? Просто смотрим друг на друга и все. Просто смотрим. Думаю, что всю сцену вырубили. В этот момент только Была сразу вопрос понимание, переигровка. что... Ну, типа, что Типа будет ремейк. переигрывать? Матч Или перезапустят. нет? Но мы подумали, что да, потому что мы сначала сидим, смотрим, компы у всех офнулись, я поворачиваюсь направо, смотрю, тоже не работают. Такой уже начинаю угорать. И потом что-то просто решил встать, смотрю вниз под собой, а типы продолжают играть. Потом смотрю влево, смотрю наверх и понимаю, что все играют, кроме нас. И все, и в этот момент такое, я не знаю, истерический смех условно. Ну, И- потом ты просишь админа, типа, ну, что-то сделать, потому что, ну, все играют, ваша игра закончится, как бы, ну, и все, что вы будете объяснять команде, которая выигрывает. На всей сцене у одной команды компы, этот БП сдох, компы сдохли, и, типа, они выиграли, вы такие, а у них компы вылетели, все, ваша победа не засчитана. Нужно было просто игру стопнуть, я не знаю. Там все игроки, кто был там на сцене, все спросили у нас, что случилось, мы сказали, что они сказали, типа, они должны были стопнуть игру, потому что, ну, ничего такого фатального не произошло, это была только вторая фаза, у нас компы во второй фазе офнулись, не в третьей, как там все говорят, и так далее, намного раньше, просто мы на сервере сдохли в третьей фазе, потому что мы стояли. И все, и пока они там суетились, для них это все было в новинку, в правилах этого не было прописано у них. Там было правило прописано, то, что они имеют все вот эти правила, которые в рулебуке турнира прописаны, они все равно могут свои решения принимать независимо, как сказать, несмотря на эти правила. Но они просто, не знаю, у главы eSports, кто там был, у него не хватило просто смелости что-то типа сделать, и он все просто сказал: чуваки, извините, мы ничего не можем сделать. Потому что по правилам там типа должны вылететь условно 10 игроков, чтобы они ремейк сделали. И все, играйте дальше. 500 извинений, обещанные компенсации, которые до сих пор мы ничего об этом Что за не слышим. компенсация? Ничего, у нас просто был такой митинг небольшой с утра в кофейне с двумя вот этими eSports, так сказать, главой eSports. Просто два человека, которые в главе eSports стоят, на этом турнире были. Просто надо придумать, типа, мы готовы компенсировать, мы видим, как сообщество на это отреагировало, мы считаем, что это такой инцидент, мы сори, мы очень извиняемся, приносим извинения, бла-бла-бла. Компенсации не знаю где. Но вам предлагали что-то? Что-то конкретное? Или там вы они предлагали? сказали, они будут обсуждать до конца года, то есть год закончился, они будут обсуждать, там это будут призовые за какое-то место, там, типа, либо какая-то X сумма денег, или там какие-то, ну, что-то это будет, они это должны решить между собой с командами и партнерами, но это все затухло, как бы, и я думаю, и партнерские команды об этом не вспоминают вообще, и они тоже. И вряд ли об этом кто-то вспомнит, потому что, ну, Да, и вот ГПТ, это типа, это до жестко. этого дела нет, я думаю. Типа, они о этом вообще не думают, им пофигу. Пока их это не случится, им будет пофигу. Вот с кем-то из ГПТ команд это случится, они также будут... Там они, я думаю, похлеще, чем мы, будут реагировать на это. Но это работает, знаешь, как вот моя хата с краю, короче. А какая бы компенсация вот вас устроила команду? Я не знаю, любая. Деньги, инвайты куда-то, либо. Денег сколько? Это пусть сами решают. Ну, не Ну, $1000, типа, это точно. Ну, $3000. Ну, пусть у нас там есть какой-то призовой, там мы выиграли там 29 с ревеню. Пусть либо X2 от этого делают, или там, не знаю, какое-то место гранд-финала. Я не знаю, это им решать, но что-то сделать можно, чем ничего не делать. Поэтому... Но по факту это стоило вам путевки в гранд-финал. Да, Я 3 помню поинта не этот день. хватило, а там очень хорошее. Там все понимают, что для нас, я вот Кова, у меня был с ним тоже такой мини-подкаст, он тоже говорит, что ну, вы бы прошли финал, если бы вы эту катку сыграли. А на таком уровне любая игра важна, даже одна. Всё. Бывает, да. Ну, будем ждать, возможно, что-то случится. Да, я надеюсь, они поменяют правила. Они обещали изменить, добавить это правило в ролебуке, если такая ситуация происходит, что-то они там, наверное, начислят 4 поинта. Если, короче, было как раньше, они должны были там за каждого нашего смерти начислить 1 поинт, и мы бы проходили финал. Они бы 4 поинта должны начислить. У них это было правило, они это почему-то в ковидное время удалили из рулебука. Просто убрали. Скорее всего, они обратно вернут и все. Это мой прогноз. Так, там еще говорили, что твисты и соники предложили какое-то свое решение. Вы про это знаете что-то? Да, ну что-то они там предложили.
А какие Ты были не Я уже знаешь. забыл. Ну, что-то они предлагали, говорили, но они компенсации, наверное, предлагали. Но что-то они предлагали, и если мы их до сих пор не получили, значит, плохо предлагали. И забили на это. Не знаю. Я говорю, ну, если честно, я уже ничего не жду. Я просто уверен, то, что если с ними такое случится, либо вот с твистами, либо с сониками, типа, ну, они в таком прям, им это будет очень чего-то стоить большого. Они также, ну, они столкнутся с этим и поймут, как это устроено. Пока, типа, ты сам это не прочувствуешь, ты это до конца не будешь понимать. Каково После это. игры все команды были как бы вот в поддержку вас, и либо же некоторые прям абсолютно прохладно все относились к этому? Ну, с теми, с кем мы общались, вообще были за нас. Там из ССГ вообще прям жестко топил и админам говорил, что нужно сделать ремейк. Но тем, кому эта катка помогла, там условно Перо, Да, Перо потом прошли. Перо, Джинджи, они вряд ли бы согласились на переигровку. Именно после игры. Перо выиграли ту игру. Могу закинуть X-Left. Он говорил, типа, у него есть инста. Короче, когда все, кто смотрит PUBG, начали во всех социалках писать, что это неправильно, что они сделали. Типа, X-Left с Перо написал, что да, это неправильно. Хотя он прошел финал из-за этого. Ну, знаете, Поэтому, видите, вот, как говорится, нет худа без добра. То, что творилось на официальных трансляциях на следующий день, я Здорово, думаю, вы Вега. видели это. Всем Wi-Fi. Да, вас поддерживал не то, что СНГ комьюнити, вас поддерживал весь мир, потому что случилась реально несправедливость. Про Спайра, да, расскажите про трансфер, как давно вы начали с ним общаться? то мы с ним все время общались. Ну, именно По поводу перехода. трансфера. Да. Ой, мы тестили же. Кого мы? Мы молодость потестили. Молодость потестили, да. Потом, кого мы еще тестили? Кого-то еще вроде. Мы еще кого-то тестили? Нет. Ну, Мы хотели потестить еще. мы хотели экзампла. Типа, а экзампл уже в твисах, потому что, ну, это же не знали, потому что Ярик уходит, а Ярик что-то он ушел такой, он в Таиланде, по-моему, был, отдыхал, поэтому он не писал ничего, то, что он фриагент и так далее. И мы думали, что он в Нави. Да, мы думали, что он в Нави играет. Мы Потому что, тоже ну, типа, думали. Ярик с Украины Да. в Нави как бы контракт, а тут QM какие-то без контракта, без всего, чисто там со двора. Мгм. И тут Ярик сам пишет, типа, что у вас есть еще потеститься? Я такой, типа, ну да, гоу, вообще круто. Потестились сразу, какой-то прям, знаешь, вот как будто ты с ним давно играл Мгм. по общению. И, ну, видно, хай-тир игрок. Мгм. И все, и, типа, погнали. То есть он не знал, что у вас арга будет, то есть он согласился. знал. Изначально согласился Не, без ничего не контракта знал. за общее дело. Вот это, Да, это да. круто. То есть это круто. Ну, наверное, знаешь, как еще? Потому что, ну, вот у тебя вот есть регион Европа или СНГ, что у тебя после твисов идет? Вот если не твисы, то кто? То вы. Да. Поэтому Ну, понятно. Да. даже если бы Нави предложили, я думаю, он бы не пошел, мне Мгм. кажется. А может и пошел, не знаю. Я бы на его месте не шел, то что там пока такое Ну, рандом. диктатура еще присутствует. У вас все-таки посвободнее. Пока. Кто знает. Пока, да. Ну, видишь, как удачно, да, Пока сложилось. я хочу играть. Сразу скажу от себя, что это было такое, знаешь, крутое трансферное окно. Все следили за этим, все как-то тоже подогревали, и тут просто анонсят. Ну, я в восторге был. Я прям кайфанул. Я реально сразу вспоминаю свои чувства, когда вот Криштиану Роналдо и Кака в Реал перешли. Ну, то есть это прям реально жесткие трансферы были. То есть, да, это Ну не да, это футбол, ярко было. но это было два громких трансфера. Да, Ну, такой сезон яркий, типа, у Очень тебя яркий. есть 100 ГГ, Очень. есть экзампл с твисами, есть Ярик с нами. Есть Нави, молодые пацаны. Да. То есть, ну, посмотрим, как это все будет. Очень, очень, да, предстоит Mad Bulls яркий есть, год. Типа, Уже жесткий состав. Bad Booms есть, да. Bad Booms. Mad Bulls. он говорит. Mad Bulls. Да. Э, Ну, Кризи где тоже молодость, можно, да, посмотреть за ребятами, да. Нигзи, Ибица. Ибица. Крутой вообще состав. Ну, кто там еще? Как вы думаете, в этом году может появиться новая какая-то команда из вот Ну, не знаю, это на трудно. профессиональном? Я думаю, что такая команда, как мы в PUBG, ну, как UM, которая вот без арги играет, будет играть долго, проходить квалы и так далее, ну, пока, не знаю. Если появится, круто, но что-то не появилось пока. Ну, по-моему, единственный, кто вот с Европы, с СНГ без арги, да, сами своими силами проходили У вас несколько глобов подряд. очень тернистый путь, да. Типа, по-моему, ну, 3 глобала, не знаю, у меня 5-й будет, если я поеду. Прикинь, на всех глобалах было. Я когда это узнал, сам охренел. Единственный, по-моему, с СНГ. Потому что Убаха говорят, но Ты Убах на за чем ВП же был? ездил заменой. Чё? Ты на PGS не был же.
PGS это не глобал. Это Там был написано Global. фестиваль. Его даже не котируют за PGC, он просто потому что там был, он думает, что это Но это PGC. не глобал. Там просто бабок Вот. было больше, потому что, ну, просто пузырь сделали, разыграли и все. По инвайтам. Понимаешь, турнир по инвайтам, куда отобраться даже нельзя. Он считает, это глобальный турнир. Дурачок. Так, В конце года турнир был. Ну, там нельзя Ну, было это был отобраться, это глобальный херня. турнир. Ну, это всё Глобалов равно не было глобальный. из-за ковида. PGC, PUBG Global Championship и PGI, PUBG Global Invitational. Не, ну ладно, окей. можно Типа Тупой, Championship Invitational. такой вопрос. Не так давно гладиаторсы объявили о поиске 5-го молодого игрока. Вот если вам вот скажут, есть возможность 5-го подключить, брать замену на Турик, Меня есть сразу. какие-то варианты? Вот кого бы вы хотели? Ну, из Кого всего бы вы пока выделили? Вот Сразу именно из меня новых. Бустик мне нравится. Бустик. Из всего, наверное, СНГ, типа. Мгм. Так, ну что, давайте перейдем Я, к что ли? таким личным уже вопросам. Хочу узнать про вообще семейную жизнь. Насколько она совместима с киберспортом? Не знаю. Ну вот сможете сразу на память вот вспомнить любого киберспортсмена в любом условно разделе, кто там женился или у кого-то ребенок родился. Ну, я не знаю, мне кажется, никак не влияет, если ты к этому готов. И человек, с которым, типа, ты ее устраиваешь, понимает это все. Зависит от киберспортсмена, если он относится с пониманием, с дисциплиной, то это можно спокойно совмещать. Например, Керриган условный из Да, Зуболит. КС состава по фейзов. Мгм. У него есть жена. Не знаю насчет ребенка, может, есть. Но не уверен. Да, это Выиграл ты на мажор. самом деле. А? Не, ничего. Говори. Выиграл мажор в свои, сколько там, 31 год. Никак ему не помешало. Мгм. Так, окей. Где найти свою любовь киберспортсмена? Вы же все время сидите, так сказать, в лобби. Ну, это вы так думаете. Ну, я Нет, вы- я вот лично, ну, условно, там, да, девушку Ебать. нашел в пабге. Вот так. Так, Где киберспортсменам искать девушек? да где Да, угодно. где, да, блядь, в мире, на улице, в пабге, Спортзал. в кафе, в спортзале. Ты же не играешь где угодно. 24/7, ты же все равно куда-то выходишь гулять, Мгм. все такое. Мгм. Но Вы киберспортсмены всё семейные равно- люди сейчас? Не знаю. Это Не знаю. как мы можем оценить? Ну, у то вас есть- есть девушка? Это прописано Есть. в контракте, нельзя об этом Насколько как бы появляется девушка у киберспортсмена, соответственно, он получается... Сейчас в любом случае, да, вот это ваша работа, да? И вы все равно уделяете больше времени, чем простой рабочий человек уделяет свою работу. То есть вы же больше 8 часов времени уделяете PUBG. Да, я да. Появляется, 8-10, да. вот, появляется девушка, соответственно, надо какое-то время уделять ей. Ну А да, она- когда свободное время есть, выделяешь, все просто. Но опять же, если девушка понимающая, то она спокойно к этому относится. У вас есть выходные? Есть. И вы в эти выходные не включаете папку вообще? Да, бывает. По-разному, ну Мгм. да. Обычно не включаю. Именно за 5 дней праков, турниров тебе хватает этого пабга, и тебе надо как-то разгрузиться от него. Хорошо, а вот девушка с вами едет на турнир. Хорошо это или плохо? Ну, то есть чувствуете вы ее поддержку, либо же поддержка лучше, чем она была бы там на удаленке, так сказать? Смотря какой человек, мне кажется. Ну, типа, я по своему примеру могу сказать, я прилетел в Дубай, я вообще не думал ни о чем, кроме игры. Я прилетел на работу, и, ну, смотря человек зависит, я не знаю, никак не влияет. Если ты относишься к этому как к работе, ну, прилетела, типа, чё, как она может повлиять? Ну, как-то, не знаю, то есть подбадривать там, да, то есть ты ее видишь каждый вечер там, да. Ну да, можете подбадривать с утра. Типа, ну, блин, обычно, не знаю, ничего там нет такого. Но есть просто миф, то, что они как-то отвлекают, наверное. Возможно, есть такое, но это, опять же, зависит от человека именно, то есть как он к этому относится. Если он прилетел на турик развлечься, типа отдохнуть, это одно. Если человек приехал на турнир с целью максимально все отдать, чтобы выиграть, это уже другое. Его вообще ничего не будет волновать на турнире, хоть он всю свою семью привезет с бабушками, дедушками, там, родителей и так далее. То есть, приезжая на турнир, ты полностью вот ограждаешься, да, от Ну, внешнего ты мира? вот прилетал сами на турнир, ты Да. снимаешь, ты видел, типа, я не то, что неохотно тебе отвечаю, просто
иногда я вот, знаешь, иду такого, у меня там с какие-то мысли об играх, и тут баха прилетает. Адос, что у тебя играет? Адос, ответь мне на этот вопрос. И я такой резко, бас, у меня все перезагрузка, типа, окей, что ты хочешь? И ты начинаешь... Я хочу, чтобы ты спел. Да, и он меня просит спеть. Я такой, ёпта, я сейчас думаю вообще не об этом. И, ну, это то же самое. В такие есть моменты это девушка не наверняка. обижается, что ты прям отстранен. Вроде ты с ней, или она с тобой приехала, а ты без нее как бы там. Да пусть получается. обижается, даже если так. Она должна понимать этого, я думаю. Ну, у меня Да. так, типа, у меня на первом... Это, типа, папка моя карьера, у меня на первом месте карьера. Все. Все остальное на втором, третьем, четвертом, пятом. То есть на турнире ты полностью вот стараешься, да, оградиться Да, да, от да. вообще какого-то внешнего мира. Да. Так, ну, давайте также от PUBG чуть отойдем. Вот ты говоришь, стараешься думать только о PUBG. А вообще, ну, ты же понимаешь, что PUBG, игровой PUBG, он не вечен. Ты думаешь, что Так же, будешь как делать... CS и Dota. Именно ты 20 не лет уже. будешь вечно играть. Киберспортивная Да. карьера. Да, может быть. Ты думаешь чем-то заниматься вне? Либо Да. после? Да, думаю. Но это только в мечтах, либо же ты уже идешь к реализации какой-то. Либо же у тебя, Не, может быть, это- есть это уже только какой-то в бизнес. мыслях. Не, в данный момент у меня все мысли о турнирах. Я уверен, что я в ПАК буду так же играть, как сейчас, даже в 30. Типа, потому что сейчас в играх возрастной, вот сказать, вот этот средний возраст, когда заканчивают, типа, ну, точнее, не средний, а просто возраст, когда все думают, что заканчивают. Просто если уже в КСе примеры, вот там Керригана, который в 32 мажора выигрывает, все, он вырос. То есть, если ты в игре проводишь... Зачастую проблема-то в чем? Не в том, что там реакция падает и так далее. У тебя все навыки сохраняются. Интерес падает. То есть у тебя добавляются какие-то новые там в жизни вещи, о которых ты начинаешь думать, и падает интерес к игре. Если интерес к игре сохраняется, типа такое желание играть, там, мотивация к турнирам и так далее, то ну, ты можешь играть, пока, не знаю, пока тебе руки будут позволять. Может, там в 50 у меня уже руки будут дрожать, я не смогу играть. Ну, мне Будет рано об этом проблема. думать. Мне только 24. Ну, давайте Да, так. сейчас 20. А во сколько вы повесите свою киберспортивную мышцу на Я не гвоздь? знаю, пусть будет, не знаю, может, 40. Ух ты как Криштиану Роналдо, да, в футболе? Да, Ну что, как раз а после 30 в ряд сейчас уедешь, аудиты да? залетают как бы в киберспорт Нормально. в 40 лет за какой-нибудь там не question марка, а Аль-Хиляль там, за Нормально, на Аль-Наср. зарплате. Яхту свою попросишь. И потом вот 40. Чем бы ты мог заниматься? Каким бизнесом? Бизнесом, я не Ну, знаю. и что это? Может быть, ты не перестал бы бизнесом? Я может думаю, быть, это было что-то в сфере киберспорта. Типа, либо же ты вот настолько сидел бы бы в уже аналитике, призовых твердел, накопил, что уже что- ничем бы не занимался. Ну, так, на пинте. Тренер, стример, ничего блядь, не кем делать угодно. неинтересно, Надо скучно. Надо в Dota тогда играть, чтобы так накопить. И то инт выигрывать. Ну, мало ли, сейчас, может, как вот это все вот это развернется, PUBG 2. Да, даже если накоплю, Что за- когда ты ничего не делаешь, ты, ну, тебе, что, ты просто живешь, это скучно. А что бы делал? Тренером стал? Это может быть, может, я говорю, тренер аналитики, там, может, работал в организации какой-нибудь киберспорте, не знаю. Что-то бы делал в киберспорте. Мгм. Потому что То есть киберспорт не уйдет из твоей жизни. сфера развивается, типа, сейчас вот она развилась, я прикинь, что будет через 5 лет с киберспортом, через 10. Все правильно. То есть подумать, как бы, то, что сейчас на таком уже престижном уровне, типа, через 5-10 лет, может, до футбола. Ну, до футбола, может быть, вряд ли, но, да, не знаю, до баскетбола, до тенниса. Тот же может, хоккей, да. До хоккея, спокойно. Чего нет? Так, не так давно ты заанонсил пост про PUBG 2. Ну, я Что, видел что ты знаешь про PUBG 2? то, что и все, что они уже анонсили, что они перейдут на новый движок в конце 24-го вроде. Мгм. И в 25-м, ну, они это уже неоднократно анонсили. Новый движок сменится, типа, игра, ну, PUBG 2 будет, возможно. Может быть, просто поменять движок, будет огромный патч, который изменит игру без изменения названия, но игра будет другая, как бы. Боишься новой игры? Нет, почему? Если вы... Слышали, вторая слышали, игра, блядь, PUBG 2 то есть нахуй. PUBG останется и будет PUBG 2. В 24 году у нас есть год играть в этот PUBG. Будет, получается, в 25 году. Если ты переходить на PUBG Новый 2 на Да, киберспорт. все перейдут, это так же, как с CS:GO, думаю, Вот. будет. Все, конечно, перейдут. Наоборот, это блин, это освежает. Новый вызов, да, Да, такой? да, это круто. Давайте немножко так разбавим. Давай, Андрюх, к тебе перейдем. У тебя есть тиммейты, есть тренер. Я хочу, чтобы каждого игрока и тренера ты назвал каким-либо животным. Блин.
Первое, что вот Почему Адос. именно ко мне? Адос тоже тебя как-то назовет? Ассоциация. Ассоциация. Давай с Адоза начнем. Вот Дос Бурундук, блядь. Бурундук. Ага. Окей. Бурунду. Я не знаю, Это как это крыса? Нет, это бурундук. Ну, что-то типа, да. Да не Это крыса. белка, Ну, грубо да, говоря. типа Я не не Название закладывал, родилась да. Бурунду. Я хуй знаю, просто пришло в голову. Первое. Я не закладывал, что крыса. Окей, Ферсик. Ферстик. Ну, Ариоль. Лев пусть будет. Окей. Адос, Блядь, ничего что я могу- личного. Что я могу придумать? Давай, кого дальше? Спайра. Спайра. Я не знаю. Я пока его до конца не прочувствовал как человек. Ну, вот первый. Я не прочувствовал ее как человека, блядь, значит. А Доузи Бурундук, да, блядь, прочувствовал, блядь. Блин, не знаю. Он Пиздец. одновременно спокойный и одновременно может что-нибудь выдать такое прям веселенькое. Мгм. Не могу сказать. Каким Ермак. животным бы назвал. А Ермак, кто у нас? Не, ладно, я и правда не знаю. Да просто, ну, первый. Ну, главное, Бурундуком его назвал. Главное, Бурундуком. А Остальных не хотят, да. А остальных не хочу. Я не знаю, блядь. Пусть будет мамонт. Ну, а чё бы нет, как бы. Просто. Окей. просто мамонт. Роман, как бы ты назвал бестолочь? Каким животным? Бурунду, говоришь? Давай. Да, Пес, типа. так крыса он. Крыса. Ну, крыса. Да, я не знаю, это, ну, такой вопрос. Как, ну, Ну, это пусть больше будет он забавно. псом, он пес. Пес, да. Ферстик. Ну, Ферстик, блин, он из Дагестана, про него сразу Да. Лев, опасно. тигр там. Да. Ярик. Ферстик орел, вот так вот. Орел. Да. Ну, орел. Ярик, я не знаю, блядь. Пусть будет зебра из Да, Мадагаскара. делай. Окей. Заман. Ну, и Ермак. Ермак. Конь. Конь. Окей. У нас есть отличная традиция уже, наверное, да? Да, у нас есть отличная традиция. В конце каждого подкаста мы гостю даем возможность предоставить что-нибудь на розыгрыш наших зрителей, так сказать. Есть у вас такая какая-нибудь возможность что-то разыграть, чтобы было интересно? Да, Джерси QM. Еще там футболка с мерча PUBG. Давайте То есть посмотрим. Джерси QM, это же сейчас будет по факту уникальная джерси, да? Да, та самая, где вылетели компы. Мгм, вот такая джерси. Никнейм Адоузи, к сожалению, извините. Да, Всё как, правильно, да, это ж ё-моё, наоборот. это ж гордость Кстати, будет. хочу сказать, я не знаю, это не будет рекламой. Вот видишь, Букоев? Да. Артем, это SEO Fable, есть такой магазин одежды, пуховики, ну, короче, делает одежду. Он просмотрит PUBG, фанат, он нам форму бесплатно сделал, я за это ему благодарен, я просто это не везде, ну, я нигде, по-моему, это не упоминал. Поэтому Круто. очень крутой чувак, тебе на розыгрыш. Мгм. Спасибо. Сделал нам бесплатно форму на всех, даже мне. не тебе, то есть тем, кто не играл, и в нескольких экземплярах, и качество как бы Мгм. очень хорошее. Да, ни катышек, ничего нету. Так, вот такая вторая футболочка. Это официальный мерч? Да, я правда, я не помню, короче, у меня целая коробка его. Я не знаю, откуда они, я не помню. Класс. По-моему, это партнерам засылали от PUBG. Мгм, XL. То есть для совсем взрослой аудитории. Мне кажется, это самый хороший размер в плане для розыгрышей, потому что как бы худой наденет, ну, будет Влезут все. оверсайз, да. Влезут все, да. По условиям, да, все просто, ребята. Я хочу, чтобы вы подписались на телеграм наших гостей, на телеграм Романа, Андрюхи, на мой телеграм и оставили какой-то адекватный, смышленый комментарий под этим видео. Все И просто. через 2 недели, после того, как выйдет этот выпуск, у тебя на стриме пройдет розыгрыш. Да, рандомайзером выберем. Так что, ребят, все легко и просто. 2 победителя сразу же. Будем на этом прощаться, ребят. Хочу сказать вам большое спасибо, что выделили время. Да, поздравляю вас наконец-таки Да. с подписанием в Да. организацию. Да. Вы долго ждали, вы заслужили. Поэтому еще раз. Будем Ой, следить когда- за когда- вашими когда- Да, победами. я Спасибо. надеюсь, что вы посетите каждый турнир в этом году. Вы И выиграете Влада. Да, в вы этом посетите споре. больше, чем я турниров. Да, я сказал, я 3 турнира поеду. Поэтому, Потом поспорим, сейчас не будем об этом думать. да, не будем. Увидимся. Я думаю, мы рано или поздно в любом случае увидимся. Либо здесь на подкаст-студии, либо где-то за границей на турнире.
Поэтому вам большое спасибо. Василий, тебе большое спасибо. Да, все, принимайте участие в розыгрыше. Не скучайте, не болейте. Лайки, колокольчики обязательно. Будьте добрее. Комментарии. Все. Пока. Пока-пока. Пока. Ну, нормально. 6 тыгынчерге көрбүт. Погоряя волны вместе с Деленис, блядь, ебать, хуйня какая-то. Ебать, китайский. В первую очередь. 2 часа, блядь, ебать. Это жесть, конечно. Это потом посмотрим. Не сейчас. Ну, это был конкурс артов на тему PUBG на белой футболке. Не сомневаюсь. Это просто от этого же. Партнерам PUBG всяких футболки, туда-сюда всякую хуйню дарят и все. Ничего такого. А то футболка где? Тайм-код есть где? Ну, потом. Сейчас мы будем играть в игру под названием Уранхай. Тухаре. Лоханили. Ебать громкие нах. И глуховой. Ин кахи. Башебей. Оазис. Сахабыга. Башкин. Уранхай, Кербама. Башкин. Монтан. И все, что? Вот это вся игра, да. Ты что делаешь? Энтугуй, ганиганагынду. Обосу. Боксевер, бля. IQ, бля. Не имеет терминал. Уран, ты кайбаты биппит. Кот. Садан, сайсы, бахты. Обытай.
Пошел нахуй. Обосыпется. Але могусить сирай. Туймада хачитугар келиилик и бидду. Ханна котанан ситара болар. Тагрисайся хбир бирге. Уранхай. Туймаада хочет амантанила бесины. Туймада хочет ассахалар кены. А карла. Да, ну куда говорит. Угутуны сердием белиги. Степ дрова. Келин ериман иттеналара. Энтугуй ганига нагынду. Уруй айхау. Уруй айхау. Тайгер потянула. Уруй айхау. Уран хиликай баты биппит. Кот тубут. Уа! Хаттардум. Мейн болуманере. Уруй айхау. Карбама. Мырбас баракса. Ну хуйня это очень. Нечем. Акарыла. Карбанны гетти. Уруй айхау. Тайгер хаттардум. Уруй айхау. Уруй айхау. Амытай. Мырбас баракса. Кирбарын мантан. Уруй айхау. Уранхай. Карбама. Мырбас баракса. Уруй айхау. Бля, а какой смысл, если урон такой же? Что за хуйня? Мырбас баракса. Уруй айхау. Хуйня, короче. Параша нахуй. Теперь играем Сому. Реально, хуйня ж. По факту только когда хуйня полная вообще максимально. Ну не то типа. На любителей, да. Да меня артисты, знаешь, просто по фану уграй лын и забыл. Реальность это то, что не исчезает, когда мы перестаем об этом думать. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that.
Bu I самоделание. know. Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Christ. Я не играл в том. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. 集训。Перегаз ВАЗД. Ебать, аж экран кривой становится. Стакан не бьется. Where did I put the tracer fluid? Еще можно на 7 двигать. Какой-то сосед уебок слушает музыку. Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? У меня чел фотограф или что это за хуйня? 5 миллионов фотографий. Better late than never. Синема хуйня? Ясно, Come понятно. on, radioactive tracer fluid, where are you? Радиоактивный маркер, где ты? А, ебать. Summer's coming. Hope it's a good one. Я думаю, это ночь, как раз утро. I don't want to keep the doctor waiting. I'll shower when I get back. Туда-сюда. Nothing but fast food. Should buy something healthier on my way home. То, что русского языка нету, хуёво, конечно. Я ж так и не нашел. Тоқ бол тақпен. Заебал, bu тоқ экрана bu ошқа кириді. Вертикальная синхронизация, да. Давайте сейчас 120 сделаем.
really should drink the tracer fluid before I go see Dr. Munchie. Выпить маркер, блядь. Эй, буги маркер. There it is. It feels like milk, but the taste, it's like sucking on a penny. Да, страшная игра вроде. Страшилка. Бля, сейчас зуб болит. Won't find me in a voting booth. All a big setup. Telling you what to say. Not Ну еще дальше. Блин. Какое-то обследование поехал. Сразу страшные звуки Hello? пошли. Dr. Munchie? Where is everyone? Thought this place would be busy. Ебать, да? Вот ты пришел... Yeah. Пришел ты на обследование, у тебя свет не включен. Тут как будто какой-то ремонт идет, блядь. Шторки все закрыты. Какая-то вентиляция открыта. И ты идешь такой с полной уверенностью, что у тебя будет какое-то обследование. Блядь, ну это пиздец, я не знаю. А, еще прыгать можно, оказывается. This is the place, right? It must be. Let's just call Munchie real quick. Great. Got his phone turned off. That's okay. I can figure this out. И в чем прикол, блядь? Два опять 0-1 здесь. Охуенно.
Кто играл в эту игру? Она прям страшно. Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Number. О, сейчас какой-то пиздец начнется, я уверен. All right, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, Munchie. Born 1988, July 16. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. И все, у меня чело это. Hello? Mr. Munchie? Did something go wrong? Долбоебизм нахуй. Сука, я вот это вообще ненавижу, блядь. This isn't funny. I'm not supposed to put myself in... This is kind of stressing me out. What the hell is this place? How did I get here? Одень скафандр, долбоеб. Служебный консоль, чтобы получить доступ, ставьте Omni-инструмент. Omni-инструмент. Omni это такая карточка, карточка. А, я понял. Батя умный. Конечно, моя воля, я бы вообще сюда не выходил нахуй. Ай, блядь. Конечно, не пострелять, нихуя, блядь. Просто смотри, блядь, как тебя ебашут. It's
working better than Ебать. expected. They're having a really hard time getting the doors open. I'll permaseal as many as you can, rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done? Should keep most of them out. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we're leaving our power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. How did I do that? It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Hey, you. Can you talk? Can you talk like the others? Why are you like this? You want some structure, Joe? Yeah, you do. So weird. Doesn't make any sense. I'm gonna shut you down now, okay? Yeah. You're creepy as hell, so I'm gonna shut you down. Shit! No. Пошел нахуй. Ой, блядь.
Да, здорово. Нет, спасибо. Service console Upsilon 3, including pilot seat, activated. Tool chip found. Tool chip security cipher updated. What was that? Does he hear me? Сейчас что-то напугает меня. Только еще и зуб болит, блядь. Это не страшно. Hey, can you hear me?
Айси была счастлива. What's happening? Hello? Is there anyone there? Hey, can you hear me? I hear you. Absalom, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Мы берем силу из ада. Айс, просто спрыгни. Получаешь урон. Вот это типа монстр, да? Типа такой робот. Но он же даже если побежит, он же меня не догонит, не? Это же какой-то проеб по сценарию, не? И что я тут сделаю? Öptürdüğü finalda hangi bulakta? Nasıl ne böyle?
Это типа, блядь, больше игра как будто, знаешь, на логику и тому подобное. Что-то это... Сома... Сколько часов геймплея? 9 часов нахуй! Чего? Ну, старая игра, блядь, я не знаю. С какого года игра вообще? Древняя игра какая-то. Не, ну если я 9 часов играть, я в нее точно не буду. Все, идем PUBG. Ах. В первую очередь. И за нас. Здравствуйте. Здравствуйте, что смотрите? Hi, Xpin, как вчера сыграли без бесполезного человека? А, так мы топ-1 взяли. Да, я заметил, блядь. Хотя бы 10 поинтов взяли бы, что ли. Это что, уже охота пошла, что ли? Последняя карта, да? Ага. Ебать ротацию, блин. А ты смотри, как мы играли, нахуй. Ебать, до талга нахуй сидели. Они стригайся, ты уже ебал. Кстати, есть, наверное. А я не доехал немножко, вот, видишь, где зона закончится? Посмотри, где я сдох, нахуй. Залетаю. А вас, Фу. ебать, ебать ты Короче, далеко залетел. я в будке хотел залететь вот эти. Ебать, Тюрьму залетел, и вот вот это. это за хуйня. А вы гранатье по-моему. И Сика, а чё ты не так зона проехал? ушла. А чё ты пиздец далеко заехал же, не? То газ ты Ты мог даже в ферму Мэншена заехать, блядь. Ну, Ферму Мэншена меня не пропустят, ты чё, блядь? Пропустили бы. вот так бы Нет, через не горы пропустят. зашел. Хотя вот тут Даже же уже будки не прошел. ебаные, блядь. Там Он Сосновка, нахуй, тут не 2 склада. прошел уже. Он вот так по-любому не пройдет. Вот это так дымка он была, один блядь. хуй не А доехал. я ему вейпоинт нарисовал, как ехать. Если бы Так че- я вот никак этот, не вот поеду, этот, блядь, Экспейн. вот этот вообще на горе стоит нахуй. Он мог сверху проехать, ну, блядь. Хуй знает, вот эти, блядь, типы. Не пропустили бы, мне Странно, кажется. что у него, кстати, дорога вверх. Странно, что он тут вообще проехал, блядь. Типа Через дорога 3 вверх сквада, и нахуй. это пизда, блядь. Вот это вообще, смотри, ебать, нахуй. Ну ты чисто ферму, кстати, краш. Если вот фулочка играть. Неплохо. Вот это пиздец, это что за хуйня, нахуй? Тикай, братишка. Он сдохнет, правда, Нахуй он там сидит вообще. Ну. А, чё, вот эти бомжи, они какое место взяли? Какие? От которых сосали. Где сосали? Они последнее место, блядь. Они последнее место? Мы поэтому и хантить, и заколил хантить, Приморск подать. Они то скипнули нахуй нас. И там уехали за ними, да? Здесь искали, блядь. Я еще сказал, бля, ну их мы хотя бы-то убьем, блядь.
Охуенно сыграли, получается. Побзамбо 12 пуларım bilmedin de. Не, я тогда знал. Позовите. Я уже первый день сыграл, как последний, блядь, и то, блядь, 50 поинтов посидели. Косяк. Да ебаться решил, да, Владик. Бля, да var mı beni gülmediniz? Longer draw. Ай, блядь, харим. Турегнагом ты, бля. Ben bu розыгрышını так кайда, я вообще не понял. 100 рублей А, донат скидываешь и понял. один билет. Все. Сука. Ничего умного. Мышка В первую hayatında. очередь. Мишка, он да. Так я уже приехал, смысл. Типа не продаешь-то. Я же именно в моменте хотел так. Нет, так нет. Этот. Айзен ламзутун планер. Не. Мне с руки я не покупаю. Я покупаю только... Только... Так с рук, наушники, мышка, это же, ну там, блядь, пот человека, я не знаю. Такое это не очистить. Под и сейки не считает. Не знаю, можно же это спиртом туда-сюда протереть, это хуйня полная. Я имею в виду то, что именно что-то технически сложное я просто с рук не покупаю, потому что хуй знает, как другой человек им пользуется. Вдруг он сидел, пиво пил, блядь, и не знаю, взял и, не знаю, пролил, блядь. Облил, да, на сенсор прям. Ну да. Подрочил, блядь, потом, блядь, мышкой держал, блядь, вот там своих, блядь, детей там оставил, блядь, ебал тоже. И сейка Red Bull проливал там. И сейка мышка-то так. Я из них портретутан. А Исейка где с плотскими утехами-то занимается, как в клубе-то? В туалете, блядь? В хороне, понимаешь? В хороне. Хороне. К шифту едет. У него там еще это... блядь, стрим же есть, ладно, не буду говорить. Слишком жестко. Слишком жестко. Там, короче, это... Камасутрические вещи есть, короче. Электрощит, короче. Может тебя током ебануть, короче, это вот. Электрический оргазм, да? Оу, щит, короче. Ну, фетишист ебаный, получается, Исейка. Получается, что так. Так, что там? Дарьянка, Вася. Манул с непотом должен сыграть-то. А что там подать? А вот, пока норм, вроде успеваем. Не, ебать охуенно выглядит СКС-ка. Которая зеленая, блядь. Апгрейженная, блядь. Ну, сама по себе дерьмо, конечно, она. СКС. Да ну нах, так не базарь, да удар ниже пояса. Никто не вешает, не уляжешь. Пиздец, хую. Недооцененное оружие. Есть, парашишь. В тело 3 раза. И все, нах, человек нокнутый. Драгунов, блядь, вообще. Ебано. Мин уронынан тунха, Драгунов. Да, Драгунов и пантнемба. Просто что-то не это нах. Миник, да, базара нет. Миник, сука, урона тебе, бля. Ебаный, да, вообще не. Не то, что тебе, там иногда с 5 пуль нокается, иногда 6, бля, хуй поймешь, нах. Ну, если в руку, в ногу залетит, то да. Да, там, скорее всего, просто типы бегут, и ты по рукам хуяришь. Ну, у СКС баллистика уебанская. Максимально. Ага. Прям на дальней дистанции хуёвая, базара нет. Но я настолько и не стреляю, и... Да что СКС, что СЛР, что СВД, у них баллистика хуёвая на дистанции. Там миник МК-12 решает. На дальняке. Миник, да, чисто компенсирует тем, что ее проще контролить. Базара нет. Полет пули это имба.
Ну, она как лазер, типа. что-нибудь. Мини как лазер, блядь, у нее просто все в точку летит. А СКС, блядь, вот СКС это между СЛРом, блядь, и миником, блядь. Хуй поймешь, как пуля летит. Я вообще не понимаю, как у нее пуля хуярит. Вот я так же думал. Ни вперед, ни назад, блядь, типа вообще, куда летит, хуй его знает, блядь. Да к Драгунову или как привык, блядь. Я к Драгунову только привык, блядь, и все. Не, Драгунов имба чисто, если займите ебальник. Ну это, нет, на дальней дистанции, видишь, даже тапать уже лучше стало, потому что когда ее первый раз выпустили, это же пиздец было. Один выстрел, блядь, в 5 лет, блядь, это же дебилизм максимальный. А сейчас его хоть ускорили, ну, хоть что-то компенсирует. Но на 100 метров это имба ебаная, не знаю. Любого в голову сразу, но... Не, то, что шотит, это бред слишком. Да. Ары жестко. Поэтому любой клоссфайт, типа, на 8-9 зоне, типа, ты всех паншотишь просто. А шотает по да? Вторую каску шотает, ага, 100 метров. Хуирощ. Блядь. Особенно на компетитиве, типа, когда ты в дом, типа, буквально стреляешь, либо камень в камень. Это вот этот ног чисто с одной пули ебать решает. Вообще фатально. Это да. Блядь, недавно же добавили, бля, когда добавили shift, блядь, виски не сразу, но вот так подряд. Где охуел вот там, бля, чисто 3 ебальника сразу, на. Пук-пук-пук, да, и все. Ага, нагло из бунджа, без промаха, на. Дынь-дынь-дынь. Самая имба мини. Нет зама. Мини чё, базар нет. Я, допустим, после Драгунова я бы юзал мини. Но опять же, если есть глушитель, я бы лучше взял МК-12, потому что МК-12 она берет своей бесшумностью. Это просто пиздец. А особенно на... Да. Особенно на компетитиве, именно когда турнире играешь с глушителем, это просто пиздец бесшумная хуйня. Ты даже не понимаешь, откуда пуля прилетает. Там ноки, не ноки. Да, вообще спокойно доедаешь. Вообще. Там даже ноку ты не можешь понять, откуда прилетает, и не можешь опустить вовремя. Ага. Как ВСС хуярит. А, ВСС, да, нет, ВСС не дичка. Не, ВСС, хуй знает, в средней дистанции пиздец жесткая. Третью броню вообще не чувствуешь. Ну да. Она У же именно него... через броню ебашит, бля, не прям. Броню Ну, у даже него не считает как... урон высокий, да. Но у него баллистика хуевая, вот это вот пиздец. Баллистика максимально хуевая. На 100 метров максимум, типа. А. 100 даже больше, наверное. Не, ну... Турики, блядь, уже 4 Евривана, нахуй, взнос. Надо взнос скинуть. Где? А, в Вики. А, завтра же будет. Сейчас, кстати, я еще тварь наделать. В смысле плюс нужно? Верью не будет? Ну, потому что у него по времени. Ну, по времени. А, блядь. Сколько ты нашел, блядь? Я? Да. Шарин твой. Шарин с другими играет. Окей-дола. Кеми. Импостер нахуй. Бэс, Нордсклан, шезе нахуй. Аббаса, блядь, TNC, да. Да ну нахуй, блядь. Это же удар ниже пояса вот так сам по себе, нахуй. Ладно, Шарин в аренду, да? Пиздец, что за... А? Здесь. Вы-то нас не вяжите. Ага, вот. Бля, ебать переобувочка какая-то, ебаный рот. Бля, да ну на. Алёжа чисто, да. Когда надо грозить TNC, да? А когда не надо грозить, хоп, и все. Какой ты НС, да? Где нахуй, да? Кем ты НС, да? Где был и кем стал, типа. Начал Тарков играть сразу. ГГ. Валик будем, да, шип? Аббас и блядь. По PUBG компактан ранда, бля, Валик, когда я не понял, блядь. В PUBG ранкет не будем. Тариф Лачик. Уолджер Кналер. Проебалишь. Просто. А. Улетел, да. Нахуй, бля. А, не, подожди. Я, бля, воски. Эгоз есть. 2-1 зит. Уолджер скаут яготерки, не бля, он киллер дюфат.
Я уже спать ложился, Дирбатуом, Вильга. Пиздец. Кептерегар пятим уже, вот я, наверное, был. Ладно, пусть спит, Сахай, ладно, спи, девять. Уже поздно, процесс пробуждения пошел, Дирбат. Уже волфрактылар, вот такие дары. Шылжы. Старый не варин the shift. Yes. Анканнык позиционе атыңын не? Пятерка. Мечтай давана, хаим бы дживен шарин. Уже пека бы джес потом, ты чё? Пятерка, Как ты не пятерка. нюхал. Атанра кем? Эго. Линия четверка. Но линия хада. Кейді доктор. Так, бастығы каткаға... Что там было, блядь, не помню же. Короче, нормально стояли. Ход торбата. Нормально не ответа так. Икис картаға выебали на линии. Үхіс картаға выебали, но гагнанар заембистилер, блядь. Пока втроем стояли. Потому что у нас харда, блядь, выебали. Кинер десяткалақтар это, да? Острые козырьки Чиглата валентин. қайда? Кем? Чиглара қайда? У них... Чиглата қай капитанна? У них Держун Геден. Ата Держунге қай? Төрдүс. Цифралақта? Төрдүс. В смысле төрдүс? Это сетка төрдүстен урулай. О, вон тебе, блядь. Ранга на тебе? Титан какой? Хуй его знает. Такой старбаттан на, бля, нюга. Карбетама. У меня дотка закрыта сейчас. Амас 3 катки полноценных побудей под тобой 3. Вон ты ничем мамардах под почти. Катка шторм пикнула на меня, выебал. За 25 минут ни разу не ультанул, блядь, за ВД. Да, блядь, ни разу, блядь. А то только хобби батан на кем не бля, инвиского расхуйня. Почему? Басалава ведь. Бастыголя анда файт раза. Ага, бля, чисто тапакта göreceğim арканна. Değil mi? Hiç. Üst katka egana tak çöpük haydır bütün layını. Hayam barın. Ne der diye bir de onu. Ya ştorm sürüyen gel bir de. Он пятеркалар yürüyen bir de. Ayun было. Ayun было? Хасана нют. Да, Хасан не могу. Можешь без разницы. Бирки хитки хагаско лерен битер. Как говорил великий Павзам, поебать нахуй, дит. Момент, короче, фигурой, да, вот не Павзам. Тачку привез, поебать нахуй тебя. Бля, пиздец, угорай, да, вот без мэра нахуй. Июнь 2 раза надо сыграть. Бу один ж. Да хотя вы можете. Кураштах бүйін анюлар. Это бүйін анюлар хуё. Анюлар не надеюсь. Вот таким манул Виталик-то, бля. Охуеть, сколько прошло уже? Хуй знает, хох. Бипиттера было бүйін анюлар бит Вандерфул. Барн один был вот это. Фаргустон анюлар олар батта. Закрытое лобби, бля. Вандерфул бүгін анюлар болар. Бүгін жаб нижний сетка кисетим. Вати филдери. Это Wonderful ден турыш. Ханна. Тоха, сетка. Обновленный бар. Джет тенки кирбит алки ханнар. Нептун көлік тақта. Ага. Да. Вот именно да бу. Valorant туригар хадага не буны. У меня ни ранга, ни хуя же. Даймонд ноги. В смысле? Он ты меха тахировни? У меня миллиард лет назад Даймонд. Даймонд. Вот он нормальный бат. Я же оцениваю. А Баси, а ты меня как оцениваешь? Сильвер. Даймонд один день килевин дача. В смысле? Ми Сильвер бында? Один слишком тост. Там эйтара лишь жаннар бля. Даймонд 3 Даймонд 3 в основном. Фаргус имя Даймонд 3. Даймонд 3 на Аскидант 1 дер просто. Он там мен? Это сломал систему Индии погиб.
Багаю, это реальный тон хаю мстила. Нормально не аутаска, бля, микан не тихе подават. Билгенер бзе. Айзен слабый, да, что за это? Айзена вообще любого. Айзен Бля. алё, Эс, бля, нихуя, Белгина... Учиться его. Бельгина не хара, бля, 5 на 5. Разъебу же вас. Авасть. Айзен ебор болар гейнегар хоган. Авасть, нахайля бля. Эс, маржи, али, бля. Аянга бар, блядь. Генегар ёбур болон хэпчигина. Хата хада даже сейчас зил в батахте. Ну, бля. Хотя меня на ты всегда дахада для дана, блядь. Однохуйственная хуйня, говорит. Лишь бы вписать один, говорит. Что за кем только не был Дейв Курдук. Вот это. Ну, черам на барыхтар. Доктор Сахадар как-то барем лучше. Да хуй знает, блядь. Баса, любой только LFT демоном параметр, нахуй. Ким? Жуко не апан девит. А я апан девит, да? Жуко. Türkiski yok. Tahtalar блядь. Нам плюс один нужен. Павзан. Она. На завтра? А, то саха, пека, вот. А, пегать. То пек вы же хотели сами, нет? Это мы... Ох, мы пек не будем, если что. А, Шарин был-то был. Просто четвертого нету нормально. Агрессив от команда Лахаян. Тоже с другими вроде. Остальных я не знаю. Это вообще это ведь. Сюда нахуй, Юмба. Агрессива нет. Мониторда буталды. Потом агрессив, короче, плюс кардиолар орете. Да, оно хоры пар акулы не нужны девять. Что? Акулы не нужны девять. В смысле акулы не нужны? Интер был готов тогда. Акула была. Акула дивим, бля. Динозавры не нужны девять. А себе. Бля, динозавр лохмин вашему миумбу, бля. Динозавр шел. Повзан вообще нахуй пепел, бля. Пепел, да. Песок сыпется, да? А, песок, сыпется вообще. Порох чисто. Интер был готов, тигар заман выйди не подходишь евдing, да. А дыры нет евдing, да. А Шелзи? По дыр не прошел, да. Интер дорога. Интер, да. Они же до этого тура не аутировали, да? Все играли. Вы не играли. Шарин даже А, порталити? Йоғалар олар это стримга. Ол канаки дамне. У них фулл состав. Диванные комментаторы. Чисто. Чатка. Кимида? Шарин, да. Да базар нет. Пиздец, Олеж Калам забитая конюк. Бля, пиздец, чисто, бля, юлайр гейджер, вот. Да, это инди. Шарин... Я поэтому и не хотел играть, потому что у Шарина жестко не хватает именно макроигры. Даже сахар туритер анарафика кокси гатан дербата. Бу билен турар бу манаки варон на кине хажи кокси на туран афика тахсан берер. Он даже нок на бан дейда дерде. Зона катыта на чекай да вот иделях. Ага, вообще. Когда крутит. Кимере карде бля, все нахуй. Фул фокус он на мите он варалар дет нахуй, гагавляши. Камеры турика шифты тенрика Петрова, масынанна. Генетен нагло, бля. Бля, тот папа, тот ходи. Алим ходи. О, тривеллер иняна. Sen baranda sen de bir basın это все на арбула. İkisi basını da bir vaydan arbat taş. Canlarım. Kendi bir proje canlar da kurdu dedim bile. Kim de patta hayat tanıdı. Аваси. Масынанар гейлер бучата турарына хох диллерин түттүрү бар. А так можешь диллерин түттүргәсер. Он по. Гей. Сейчас жестко Valorant'да. Эга
Hayırlar öyle de. Bitti de. Praktik var dedi. Мордут нахуй полстак, бля. Olur öyle o alır ha. Бля, соло у него там вообще ебутый. Охуеть. Başladım be. Itu aja. Aneh dia juga. Пекта. Играем. Те experience yaptı. Яғни албыта быт. Кеткен душыгына. Виһадер бит долбай. Нихуя на яйцах чел, блядь. Фул красный, блядь, он надо тахсан кедер баттавал. Бля, сольник так отранилар, а? А чё уверен, что ли, что он меня ослепил? Бүгін пекті. Бүгін бұл бұтақ. Харсын сақа туруйга болар. Үйін пек болар. 2 числа.
Доллары Ирхан. Ну, какие-то конченые мувы делают люди. Сквада не было махаддары тупая. Атамай. Прикинь, Кинехахриге береган. Он может отхилиться и тому подобное. И вместо того, чтобы отхилиться и тому подобное, задефаться, без лица был Туран Билен Туран, у меня full хп, он просто берет, меня пушит АФК. И тупо из-за звука я не услышал его, типа. Больше что худык. Рандомщик худык. Бля, тихо, идет нахуй. Голова даже не думает. Зубные горбыки. Басове делать нехуй, да. Олар терден олар та килен калбити. Кай хай олар аты. Валаранты барды бути инде битте. Басове. Ровно тугара тугун кенниттен это. Брак Nintendo тухта кенте килбити. После пабга килбити. Пугал олар бит. Да килбити кесила. Все, ладно, похуй, ехала где там. На Ионют, да? Валика. Ага. Нептуна kanunlu. Az kanunun yok bunu. Нептун кеннен? Onun jekeri. Аба, мен киремин да. Ben kemer kire cemre. Kız bulacak kim bu? Чисто снайпер был мало. Любишь рыбаки? Aliás, Pitripato.
Заебал. Подери карта. Ай, блядь. Паркурдукта херигер паркурдавать. Кулерыналар öyle bakayım. Криси, бля. Я хадара атыны режимдерге теңне тахая токпайы. Хадерек тихий байня. Крысалахан баядыр.
Кого он стрелял? Что на косарь стоит? И что за хуйня? А, бинтов нет. Любит.
Был пацан и нет пацана. Стенку на стенку. Садан, здорово, спасибо за холл. ФАМАС, блядь. Давай, возьмем. И ты не пикаешь, блядь. Он что, заполз, что ли, блядь? Ай, блядь.
Ребята к успеху шли. Не фартануло. Спасибо за фоллоу, ребят. Спасибо за подписку, товарищи. Не стесняйтесь, пишите. Я общительный. Надеюсь, вы тоже. Но если любите просто смотреть, пожалуйста. Это что за хуйня? Это что за выстрелы префа? Это что за, блядь, дуга нахуй? Какого хуя они вместе стреляют в меня? Да вы что, товарищ, охуеть, блядь. И нахуй, блядь. Где там твой дружок, сука? Ебать черти, да? Объединение в команду, нах. Как можно репорт кинуть? Ебать типы, конечно, да? А как он меня видит, блядь? Типы с читами, что ли, играют? Как чел, не знаю про меня инфу, он просто вот так вот выходит с перефом. Help me! Он про меня знаешь? Что ли? А, стохох. Сильный огонь. Сильный огонь. Да.
Все-таки услышал, блядь. Я думал, он даже не услышит. Бля, хоть даже не ревитер, бля, сололар, бля, хуй его знает. Верхан. Волга топты берді. Вот менің кірбет айты олар, если бы дальше АФК ходит, это олар угорайда бы берем товар. Так он что-то слишком агрессивно вышел на меня. Египет все-таки. Ого, от третьего, да? Это от первого лица, когда ты побеждаешь, ты можешь переключиться от первого и от третьего. Вот и все. Виктор, здорово. Да, Виктор, сам называешь, то есть скидываешь донат и сразу можешь вписать, либо написать здесь в чате. Ну и желательно номер, короче. Ага, блин, да. Рукотенник, короче, тох. Именно когда хана ты можешь переключаться от третьего лица. Он прикол бар. Я спустя... Вон ты сейчас игр, в этом году хана битым. То есть не в этом, а в прошлом году. И то мехай ты геймиду, а ты какие мепите? Охуевай дал там. Я имею бильбека едет, он рекорд. Кем репите? Я даже не помню, кем репите. Как-то так. Ну, пожалуйста, пока что занят 10-й, 19-й, 21-й и 25-й. Остальные свободны. 4 билета купили. После клавиатуры будем разыгрывать... Короче, сперва 5000, получается, разыгрываем клаву. Почему соло играет? Ну да, просто. Чтобы с вами общаться. Ают. Блин, без ничего, короче, эти клавы разыгрываю. Она сейчас в донесе стоит 6000. Так. И потом, после того, как я ее разыграю, мы будем разыгрывать мой проц за 35 тысяч, который. Скорее всего, сделаю 30 билетов, наверное, по 1000 рублей. За 30-ку, короче, чтобы уходило. Как бы и мне, чтобы нормально было, и вам, типа, охуенный проц. За косарь, типа. А выиграть, как говорится, сильнейший. Запаркур ты, блядь! Слева, справа. Бля, вот это повезло, а?
у него были шансы. Короче, будем показывать, как мастер. Будем фликать. Или покажем дробаш силу. Это что был Хае мастер? Пишите, ребят. Хуйня не паркуется, блядь. Семь, 23, 35 клава будет моя. Понял, Нюргун? Спасибо за донат. И удачи тебе. Нюргун. Напиши в чате, пожалуйста, номер своего телефона. Номер телефона напиши, чтобы я сразу вписал. А то я сам тоже Нюргун, и еще какой-то другой Нюргун задонатит, и чтобы я не запутался. Что у вас идентификация какая-то была. Допустим, Жеку, атака, я знаю, Кудыса, я знаю. Вот. Чтобы я тоже знал, кто ты. Чтобы потом не было там неудобных моментов. Какой-то хуй Нюргун не морда. Мините, да. Хаяри? Аткин хури? Аткин не да. Токон хури? Намерген. Поже. Дискорд Барбалов на Хаяри. Можешь написать... Можешь написать этот номер телефона мне в Дискорд, личку. Хотя в Steam в любом случае, скорее всего, который было. Ну а с вашим номером ничего не будет. Кемерек Тети Хамраман
Bu номерге әрине не дем оған. Отвечаю. Hello? Уф, бля, промазал. Уф. 18, 3, 26, 24. ООН на последний сам выбирай брауаа. Клавы точно мины. Onaqsız. Ühüs. Hürba altız. Hürбетердис. Что-то вы все в центр прям тянет до вас. Точно клавами. Хорош, хорош. Лапок. Как скажешь. Яхта. Я тут немного не понял. 5 мегах, 1, 2, 3, 4. Все, до меня доперло. Да. Bekine bana elime kamış edeme kadar heka. Ебаные уши нахуй. Как раз у которого, блядь, стакан. Он на последний самый, блядь, да. Короче. Onaqsız hep. Прошлый победный Тюрдимбир это. Бәғана Тюрдимбирская. Индинда. Просто Аллара ким доқты. 1, 2, 3, 4, 5. Тюрдимбирс. Простите. Номер выше написал, да. Какой у тебя номер?
Через запятые напиши, пожалуйста. Это, скорее всего, из-за того, что full номер пишете, она блокирует ее. Я, короче, не вижу. Блять, нахуй я закрываю? Здорово, Туки. Раз атахан кодина кидингду. Кидингду. 8, 914, 8, 2, 9, 2, 6, 2, 6, 46. Все, понял, Виктор. Заебал. Кардем, кардем. Кардем главы. Вот не кыл бүтін де. Это не, зеленем, короче, тухарыл будет. Фокуса нету. Прошу понять и простить. Инек 3 ағыз енде күрдік қаялығым біне. Қараманды, короче, қаяват. Таға өдетім. Өдетім қалабы. Темін түгін зеленем марисигнер. Простите, товарищи. Это я не специально. Я просто слепой. Очки у меня где-то там сзади. Масса на терпакете. Дорога старая Хуаи. Старый 3, 13, 15. Минус бедях, но у меня какой-то у меня расфокус, короче. Че по плюсу есть идея? Не знаю, кого-то найдем. Ребятка моя тасанды как раз. Исмени. Лабы кылырты мен. Кылырты. Бо. Фокус. Барды. Я поменял. Кран. Ахсы ховканым. И искать турду. Кылыртым дивинде. Все, зафиксировал, да? Кырдың да, точно. О, Гими уже ахсыз парар. Гимиге кырбы, ахсыз. Здорово, Гими. Спасибо за донат. Ахсыз.
Он егись. Он бегись. Короче, у меня проблема именно с фокусировкой. Михаил, допустим, Кратекрахта Улана Михайлова, такие меня двоискина, короче, хуй его знает почему. Не первое. Мочитель, донат сперва. Розыгрыш-то. Розыгрыш Хахантола раз был. Как и в прошлый раз. Очки сразу. Очки сразу. Не. Зеба. Конечно, красиво один раз в голову берем, но никуда. Но обычно играл до того матча. Молодцы. Разу тебя бере плохо не имею. Проси. Разу. Угадал это. Еще ведь. Астигматизм, блядь. О, что-то такое. Диагноз работала. Первый. Блядь, начали. Мочалер. Все, спасибо за донат. Да. Допустим, наушники мы вообще за ночь сделали. Я, получается, только розыгрыш сделал. И буквально там и сейчас и разу была бы-то. Ақсыз кайдана жабу. Джонкине обычно плюс плачет, да? В смысле? Ох, это кибит. Мочалка не, он не мочалка, он мочаллер. Мочалка это другой. Не путай с мочаллером. Я мочиллер. Какой наушник выиграл его... Выиграл его Вячеслав. Наушник... вот этот вот наушник. Sennheiser SX300. Он 500 рублей вкинул и выиграл. Кстати, он чуть ли не самым последним закинул. И выиграл номер 41. Победный был 41, короче. Да, экспириенс слабый 1 на 1. Каемба. Фул рандом. Допустим, будем так делать.
Вот, рандомайзер берем. И я буду, получается, вот до 50 генерировать вот такое, ну, случайное число. Я вам говорю, типа, скажите кодовое слово любое. 30. Айсмен. 30-ка. Базар нет. Напиши свой номер телефона только через запятые. Бес он тоос. Бес бар. Он тоос хох. Ототус хох. Ототус вы прямо сейчас алır. Бес бар. Через точки пишите свои никнеймы. Не никнеймы, а пишите через точки свой номер телефона, пожалуйста. Вот Айсмен, напиши свой телефон. Чтоб я сразу, если ты победил, чтоб я взял, позвонил и, ну, предупредил тебя. А не так, что потом, чтоб я тебя искал и тому подобное. Ага, рандомайзер. Я, допустим, смотрите, вот беру и вот 50 чисел. Я говорю, как пишите, допустим, не знаю, Xpain дурак. Я просто сижу и генерирую херачу. Вот кто-то пишет Xpain дурак, я останавливаю. 11, допустим. Вот считаю. Вот 11 сейчас бы победил уже. Короче, розыгрыш как-то так работает. Никакого наебалова. Все по факту. За доставку уже вы сами, наверное, не знаю. Я могу через почту отправить, если хотите бесплатно. Могу через машину, через такси отправить в город Якутск, но там уже косарь доставку, наверное, будете оплачивать сами. Этим я заниматься не буду. Так что самый простой способ это через почту. Ну или там договоримся уже. Там сезон туда-сюда. Такси меня в Москву отправишь. Я тебе только через почту. Чисто для близких поставил где. Нихуя. Я обычно в такие просто не играю. Я потому что максимально невезучий человек. И, блядь, если даже из 50 я все 50 куплю, я знаю, что я не выиграю. Не знаю, почему это так работает, но так оно и есть. Пять запятая 11,47. Пять, 11, 47. Остались 2, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37. Все видите. Можете приехать, ребят. Пиздец, я слабый, нахуй. Да, возможно, да, разыграю. Неделю назад я бито был один и Кире, почти привет. Хандиги был где? Мог, чё нет. Ой. Если кто в Хандиге прям так что-то сильно интересуется, не знаю, чем-нибудь, то пожалуйста. Можно встретиться. Если у вас есть компьютер, вы там, не знаю, могу к вам подойти, не знаю. Комп настроить туда-сюда. Не настроить, а именно по киберспорту. Знакомый был у него, говорит, блядь, есть Андрей. Андрюша.
никнейм. Вот он свой комп ко мне приносил, и мы с Рео сидели. Ну и показывал, что к чему и тому подобное. Мой комп посмотрел еще. Процессор какой-то. У меня i7 12700K. Себе я хочу, вот видишь, i9 13900KF. Вот на все это я, получается, вот все, что у меня есть, ну, лишнее я вот, получается, продаю. То, что мне не нужно. Но процессор это будет последний прям именно край. Поэтому я не хочу, типа, ну, сейчас процессор разыгрывать. Но можем после клавы сразу процессор разыграть, но я процессор отправлю потом, когда только уже куплю i9 и поставлю себе. Вот так вот. Можем так договориться, если вы все согласны. Но я что-то не думаю, что вы будете, типа, если вы победите, еще и сидеть ждать, такой себе, мне кажется. Давай хату разыграешь победителям 50 000 билет. Да ну нах, делать не хочется. Слабо, XP, слабо. Я могу машину разыграть, вот, 50 000 билет. Мини-кор как для Ханусака перервался. Ну, в городе я хуй его знает. В городе это слишком много народу и тому подобное. Давай посмотрим. Обычно я в городе там уже сам без времени. Быстро туда-сюда пробежаться. И все. Не успеваешь по магазинам даже. Я ключ. Меня просто ебут нахуй, так вот нахуй, в соло, блядь. Babzan giyimi nasıl arkadaş? Giyimi вас пиздец настрекали была. Прям уф, ладно. Сейчас, кстати, заман. Я уже забыл, блядь. Сейчас настрою. Так, Team Logo уже скидывает. Да, твоя даже. Burası lavut. Bana kilebit. İyi görebit. Bana каребит. Говорим, тварь вот так вот заполняется. Старт дата. Берешь, говоришь, первое число. End дата, первое число. Призовой в 2 раза меньше, да? Калькулятор. 646 делим на 2. Бак. 323. 323. Бак. Сколько мест будет? 5 мест будет-то. 3 места где. Ладно, просто примерно пишешь, типа, вот так вот херачишь. Удаляем. Потом минус сколько? 70%. Вот так вот. Все. Тык-тык-тык-тык-тык. Ваны 3. Все уже сохранилось. Берем, заходим сюда. Мы убираем. Пишем здесь вот так вот. Начало во сколько у нас?
3 по МСК. Ақыларға қас болар е. Бияға кеға 9-қа да. 9-қа. Бак. 6 минут. Да, сюда. Все. Team Info. Вот это мы сейчас заполним. Интер. Рек. Experience value. Вставляем. И сейчас впишем. Все. Видите? Твайер заполнен. Заман. Биттин 4. Уже орден Твайер. Мисс, привет. Что происходит-то? Да, просто сидим. Общаемся, считай. Привет, Никита Анкара. Ты походил, что ли? Нет, я не походил. Ну я походил на 8 кг, но это еще зимой. Как зимой, блядь? В декабре. Потом сейчас я опять немножко набрал. Видишь, и сексуальная прическа. Пионикс тема тогда. Пиздец подать. Заман. Битынча. Кра? Вот это вот. Потратил 1 минуту, считай, битынча. Турнамент лого бар. Тим лого. Вот это сейчас немножко обновим и все. Я давно не заходил. Ну да. Наверное, давно не заходила. Что там, Twitch не разбанили, да, мисс? Участвую в розыгрыше. Я тут Клаву, короче, разыгрываю. Хочешь, Вера? Клава. Остались билеты. Вот, половина билетов осталось. Еще немногие добью. После обживания только я его напишу через день. Ебать. Ну это пиздец, конечно. Мой же, ну, официально мой первый аккаунт забанили. Я то же самое там что-то такое сказал. Даже не сказал, я там написал кому-то. Я написал ему, типа, вот, есть же вот. Я ему вот так вот написал. Ну, те, кто немножко шарит, они поймут. И все. Я ему такой написал, и потом через... на следующий день, короче, бан прилетел. Ты 14. Мы играли в Outlast. Ты же рассказывал, там получается что-то голый хер был, да, какой-то. Так. Где-то логотипы вообще скидывают, нет? НТБ, блядь. Пиздец, НТБ, нахуй. Айку. Айку. Да, блядь, я понял, нахуй, заебалю. Так, по командам.
Тимери, нет вот этого, да? Так, Интербар, Шаофау. Шаофау. Потом идут 17-е. Потом наши TNC. Что за гос? Гамбиты. Йок. Дежавю. Шмони Саунд. Хазбики Сюрикен. ЛВ. Пайку. Якутиан Баттерс, да. Это кто такие Якутиан Баттерс? Все, ляхта. НТБ. Все? Давай, пока, Вера. Интересно, только чисто топ саха команда, да. Да, ну куда? Допустим, тут много тир-3, тир-4 команд, и просто мяляху не рахалар, допустим, вообще не вывозят. Лоутапка бесечкулах за 12 игр, и то даже хитадлар, короче. Кимиделер беттердана. За все это время 1 килл дают, и все. Это же пиздец, ну, прям яркий показатель того, что не вывозят. То. СНГ-ларки для бит намного выгодны. Манек пуш тура Ну, эти Аржаком работает, тут и чисто новичок торга турнире. Мне нравится, это охуенная идея. Потому что именно смысла нету делать как бы чисто якутский турнир, потому что те же команды, одни и те же игроки чисто бегают и херачатся бита. В этом вся проблема. А проблема для новичков это то... Да, бахки, допустим, новичок Дарбарлахтарына есть типы, которые билеген хыме атын никтарынан киленер оно оню охдихтары раз типа в диффин куда денер. Самоутверждайся, надо хоть не знаю.
Нахуя. Ерекче балар. Именно кыраолар. Жаланыктыр. Чисто наркоби MVP, да. Ну, Коби, да, часто был MVP. Тох турнири болар еді. Харсын бұл тох турнири болар? Харсын бұл турнир болар? Якутия International Cup. Ну, это взносы. Да бұл нахим балар. Хуй знает, кто такие энты болар. Пайкулар балалар, Аман Гриффит и тому подобное. Халысин пайдах балалар, Шенген X Lyrics. Выдалар балалар, Дукен Наглыш, Мунилар балалар. Короче, бидерденар. А потом на следующий день уже будет пек. То Аржа, конечно, опять на ту стримишь. Ну, такое. Не успели зарегаться я. Ну, печально. Ага, я где? А тут ты ничего. Это никакие. Ага. Но у нас со взносом, видишь, Лабок, по 4000 с команды скидываемся мы. Уже 2 турнира мы провели, по 4000 с каждого, это вот уже призовой там за 60 плюс выходит. Потом этот турнир вот перед пеком, просто чтобы больше людей зарегалось и тому подобное, по 2000 сделали. Уже 3-й турнир, наверное. За сколько? За 2 месяца. И то, наверное, с февраля мы только начали. Там январь в конце и что-то февраль. Аржакин это вот тынча, да. Да, он не подобрать. Это там же еще взнос есть, да? Аржакине. Он стоит. Ну конечно. Банкай. Но банкай монокрамбу. Банкай бы это вон тынча берешь. Это, блядь, ебать нахуй. Это дохуя. Прикинь, чел просто вон тынча нахуй. Может быть, я когда дойду до такого уровня. Пидесу баня. Вот тынча. Ну, а тут, видишь, взнос и кюзбеган с каждого. Это тут мана даже тогондол батимбир. Мана хаски вари команда. Хүрбеки тютю команды, хүрбе солата хайву. Сами посчитайте. Тогоники, тюрка хүрбеюсь команда. Это получается тогоники, тюрка кюзбеган. Бам, хүрбеюсь. Ну да. Минус процентыча üstühince. O da tınç bir tane. 30. Ну, нормально, чуть. Чуть. Охуенно. Это считай, кюзбегом беден и выигрыш у тебя там, хоть нихуя такой будет. Костыри тысячи лам прям. Охуенный. Надо 10 тысяч с команды делать 160 норм призовой. Да, конечно, блядь. Эксперт, если мы по 10 тысяч скинемся, да, вот вчерашний разговор, блядь, по тебе покажется просто, блядь, песней. Я же там вообще вас отхуесошу максимально просто. Да. Для новичков, конечно. Я бы лично даже просто, участвовал бы. Охуенно же.
Я бы, допустим, залетел бы против вас, допустим, если бы хотя бы разрешили бы, не знаю, хоть со сковородкой бегать. Я просто угорал бы. Но это уже слишком фановая хуйня будет. Дивизион. Для новичка, допустим, заплатить 250 и сыграть, типа, какой-то турнир против такого же, ну, скорее всего, против такого же уровня, как и ты сам, типа, ну, это охуенно, мне кажется. Опыт туда-сюда. Покайфуешь. Для нубов-то. Как это для нубов? До 80 уровня, типа, бронза, да. У которых нету этого, да. Ранкеда, да. Ну, и так арчак вроде. Это вот для новичков, ясно, да? Для новичков, но есть для нубов-то. А рано не очень много, да? Которые так и не научились играть-то. Лет 5. Ясно ли? Да по факту новички есть нубы вылазить в этом-то. Меня нубтен тоқ болсыды. Хаңайы хайзерден көттеріп. Не бинуп плачь. Я новичков билдери инстаграм тарайды. Ну, Бурхан это уже к этим. Коржаку, наверное. Он же проводит. Да и инстаграм сильно не роляет. Если что-то продаешь, возможно, там мало задрот. Завтра выходной по какой-то цене или что? Выходной, да. Не знаю. С чего ты взял? Ага, вот я про это и говорю, Виктор. Нуб это по факту есть новичок. Просто у нас именно как-то общепринято, как будто нуб это как будто ебать ты нуб, типа это как будто оскорбление будут. По факту это просто тохте. Ну, понятно. Я умер. Это прикол.
Иди нахуй. Ёбаная крыса. Интерлюбик это ЕПшник бывший, не сказал бы, что тир 3 состав тир 2. Не съебало, блядь. Не стоит Адози с партнеркой. Да похуй на эту партнерку, блядь. У Адози контракт с Битбумом, блядь. Я уверен, что там нихуевая зарплата у них. Прям ебейшая зарплата, я уверен. Вот прикинь, сколько ему платят. Я уверен, дохуя. Это какая-то букмекерские конторы туда-сюда. Слабый, потому что эксперимент слабый. Ну да, гейминг гладиатора. Бля, то я не знаю, я сомневаюсь в гейминг гладиаторов. Для Дози сейчас самый важный момент. Ему сейчас надо год не сосать. Именно прям показать высшую игру. Еще если Global выиграет, это просто будет пиздец. Бэтбумы начнут прям, ну, нихуя так инвестировать в них. Но это если они выиграют. А могут не выиграть. Don't kill. Don't kill, idiot. Good.
kill the enemy? No. Бать, что за лаги? Revive me fast, please. He don't pushing. Revive me fast. Nice, dude. Куда? Портальте, да? Портальте хорошо отыграли. Там просто именно непонимание было именно по ротации. Куда именно заехать. Допустим, Крау Путати, если бы вот вы скримы бы играли по КД и тому подобное, я уверен, вы бы там спокойно прошли. Там ничего сложного не было. Именно не хватило какого-то именно опыта дать. Пинг решает. Базар нет. Пинг, конечно, решает, но... Допустим, когда заманы пролетели, ну, вылетели, там была проблема не в пинге. Там была проблема именно в опыте. Видишь, Заман, у вас конкретно не хватает какого-то именно опыта. В каких-то ситуациях вы не знаете, что делать. Когда как вроде бы вот у вас вся инфа есть, вы стоите и все видите, и, типа вы просто типа не знаете, где лдышки и тому подобное. У вас просто нет опыта. Но при этом, когда вы сами играете, у вас нет какого-то конкретного колера. Вот вы стоите и каждый вот вы в 4 ебалы, 4 игрока вот и вы играете, и у вас каждый человек говорит, вот, тут свободно, можем заехать прямо сейчас туда-сюда, и вы каждый друг другу помогаете и тому подобное. Вот в моей команде именно вот этого нету. Пластишься. Very enemy.
Здорово, Деха. Башки идут, да. На портале еще это. Red, my marker. Ебал, kim tutulur da şöyle. Ha, ебанат, kim tutulur yapıtı. Ну, пота nerede? Hiç ебаный. Kaan orange. Заебал нахуй. Гранаты нет. Эту шлепок же тут в белом же был, не? I hate this game. Die in 9 seconds and you come back. 9 seconds. Okay. Ay, fuck. Хотя норм летать легенда. Я не знаю как. Опыт. Опыт только ладно. Не понимаю, ранкет, паблик это разные категории. Это разные игры вообще. Бля, мне немного не хватает. Так, пойду я спать, короче. А так как команда мы не каждый день играем, бро, туда-сюда чисто хорошо не играем. Вот и некоторые день. Ну да. Да не стесняйся, людей других команд, которые не играют в какой турнире. Ну, как хотите, вы можете ставить его в папке, если не создано.
Все? Замат, косарь, бабки где? Чисто пионикс момент, ебать. Завтра ебка будет. Да, я сейчас спать пойду. Гамбит имбарды отахас кылар, да? Логотиптары. Я через JPEG отправил. Хайку не работает, НТБ тоже. Короче, гамбитер ванналар я. А НТБ хандари. НТБ, у них есть своя, походу. Как-то так, короче. Так, находим переводчик. Спасибо. Да, всем спокойно. Давайте. Чё будет? Хайку на ноге. Тебе хайку на ноге. Как понять хайку на ноге? Я понял. Клава твоя геда. Орех. Еще 5000 кинь. Может быть. Тыкс спать нахуй.